Добрый день, уважаемые участники республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года. Мы также приветствуем тех зрителей, которые к нам подключились онлайн, и приглашаем вас на конкурсные испытания второго очного этапа республиканского конкурса «Учитель года России». Второй очный этап включает в себя два конкурсных испытания, и сегодня, 6 апреля, мы проводим мастер-класс. Наши лауреаты, которых мы представим несколько позже, будут проводить непосредственно мастер-классы с участниками, с гостями, которые находятся непосредственно в студии Коми Республиканского института развития образования. Итак, кто же это? Какие конкурсанты будут показывать сегодня мастер-классы? Это Туркина Юлиана Сергеевна, учитель начальных классов, представляющий муниципальный район Усинск. Виноградова Роза Викторовна, учитель начальных классов Сыктывкар. Шадрин Олег Валерьевич, учитель химии Сыктывкар. Михайлова Ирина Витальевна, учитель математики и информатики Микунь. Поаплодируйте. Лялькина Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы, Новоборская средняя общеобразовательная школа. Приветствуем вас. Кашкина Юлия Михайловна, учитель английского языка Пойолдина. Ануфриев Денис Григорьевич, учитель математики и информатики Сосногорск. И Васильева Анастасия Викторовна, гимназия номер 6 города Воркуты, учитель физики и астрономии. Именно в таком порядке сегодня наши лауреаты республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» будут представлять свои мастер-классы. Ну а со второго этапа также к нам присоединяется еще и родительское и ученическое жюри. Позвольте их представить, которые вместе с большим жюри сегодня будут оценивать мастер-классы наших лауреатов. Родительское жюри, которое на настоящий момент у нас представляет Перфилева Полина Николаевна. Прошу приветствовать. Мы вас рады видеть. Член Ассоциации многодетных матерей, член Ассоциации педагог-психолог Центра помощи детям с особенностями развития «Синяя птица», Коми Республиканская общественная организация родителей детей с особенностями развития «Особое детство». Мы рады вас приветствовать. Большое спасибо. Вы наш давний партнер и надеемся на продуктивную работу в рамках данных конкурсных испытаний. И на нашем конкурсном испытании присутствуют также и представители ученического жюри. Начнем мы с Шлоповой Элина Юрьевна. Здравствуйте, Елена Юрьевна, мы вас приветствуем. Это обучающаяся 11 класса гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. И Дмитрий Константинович Юдин, обучающийся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара. Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем в нашем, так скажем, стане жюри. Ну что ж, все организационные моменты мы с вами решили, и сейчас я хочу предоставить слово нашему первому конкурсанту, это Туркиной Юлиане Сергеевне. Уважаемые коллеги, я вас пока попрошу, мне необходимо фокус-группа в количестве 6 человек. Займите, пожалуйста, места.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на своем мастер-классе «Топ-5 или невозможное возможно». Предлагаю вам всем сесть поудобнее. Вообразите, что вы находитесь у вершины огромной горы. Вокруг вас множество каменных глыб. Вокруг в небесах плывут голубые облака. Вам хотелось бы оказаться там. И вы сможете там оказаться, карабкаясь по труднодоступной и опасной крутизне. И вот вы займите одно место, поднимитесь еще немножечко выше и еще. И вот вы на вершине. А теперь посмотрите туда, вниз. Каким мелким и незначительным кажется то, что оказалось там, у подножия горы. И невозможное стало возможным. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, вот вы на вершине. Что помогло вам там оказаться? Труд, упорство, стремление. Хорошо, спасибо большое. Вот так же и для школьника овладение учебной деятельностью как восхождение в гору. Это множество различных трудностей. И задача педагога создать такие условия, чтобы каждый ученик не только получал знания и умения, но еще и преодолевал трудности, был упорным, самостоятельно ставил цель и шел к ее достижению. Предлагаю в совместной работе составить топ-5 эффективных условий формирования произвольной сферы школьника. Итак, я вам предлагаю поработать. Задание. Перед нами первый рубеж. Нет, я вам вот дала задание. Это вам. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вам понятно, что нужно делать? Пока нет. Почему? Не поставлена цель, конечно же. А цель всегда должна быть обозначена. И я вам сейчас предлагаю обозначить цель этого задания, используя прием шаг за шагом. 4 человека, пожалуйста, выйдите сюда ко мне. Да, из вас. Вот сейчас пока пообсуждайте и подумайте, в какой последовательности вы будете выполнять это задание. Сейчас коллеги попробуют представить цель в виде частных, используя прием шаг за шагом. Этот прием удобно использовать на этапе планирования, когда необходимо общую цель представить в виде частных целей и таким образом составить план работы урока, этапа или предстоящего задания. Очень хорошо, когда это еще сопровождается движением, например, шагом вперед. Уважаемые коллеги, предлагаю это продемонстрировать. Давайте попробуем. Итак, что вы сначала сделаете? Изучим материал. Шаг вперед, пожалуйста. Затем выбрать высказывание, я думаю, давайте соотнести числовой показатель. Я согласна, так тоже можно, но удобнее сначала построить фигуру шаг вперед, пожалуйста. А потом уже, Лада Ивановна, соотнести числовой показатель и значение и выбрать высказывание, которое соответствует этой фигуре. Большое спасибо, займите свои места. Вот теперь вам понятно, что нужно делать с данным материалом. Пожалуйста, выполните задание, у вас 1 минута. Вы сразу можете сюда выкладывать, быстрее будет. Соотнесите числовой показатель, а вы вот теперь выбрать высказывание, соответствующее этой фигуре. Я вижу, вы справились, и время истекло. Все, главное, вы прочувствовали это на себе. Скажите, пожалуйста, какая фигура у вас получилась? Пирамида, совершенно верно. Сравните пирамиду с образцом. А скажите, какое высказывание отражает идею этой пирамиды?
Совершенно верно. Учитель не должен позволять ученику стоять на месте. Он должен его подталкивать к продвижению. Пусть медленно, но зато вперед. Спасибо вам большое. Мы с вами таким образом выявили первое условие формирования произвольной сферы, что обязательно это наличие цели, и при этом цель должна быть конкретна, понятна и обозрима. Итак, если учитель ставит перед учеником цель, она обозрима, но так и не достигается, предлагаю разобраться, почему и как это влияет на формирование произвольной сферы. Итак, перед вами две карточки. Вот выберите ту, по которой вы будете работать. Скажите, по какой вы будете работать? Эту я сразу откладываю. Хорошо, спасибо. Итак, вам сейчас необходимо в группе составить определение, что такое самоконтроль. Чтобы работа была быстрее, я предлагаю поработать в парах. Каждому даю текст соответствующего цвета. Посмотрите, пожалуйста, у вас есть вопрос, и вам необходимо найти ответ на этот вопрос в тексте и записать его потом в это определение. Ну, вы посовещаетесь и запишите. Ну еще, вот, ручки, все здесь. Ну еще, выполнили задание, закрасьте флажок. Следующее задание выполнили, закрасьте флажок. Ну и тут у этой пары, конечно, больше слов, поэтому я думаю, вы им потом поможете. У вас на выполнение задания 1 минута. Чтобы продемонстрировать учащимся их продвижение к цели, я использую разнообразные средства и образы. Например, гора достижений, лесенка успеха, шкала успеха. Так, в портфолио моих учеников есть гора достижений, по которым школьники учатся, смотрят, какими же умениями они овладевают. И тем самым это их мотивирует на овладение все новыми и новыми умениями. С целью приобщения учащихся к чтению, я вам уже рассказывала об этом, я использую средства, то есть книжную полку. Это такая полка, где образы книг, которые закрашивают учащиеся после прочтения. И таким образом мы наглядно видим продвижение учащихся, их достижение цели. Угу. Так, уважаемые коллеги, время истекло. Давайте мы с вами вместе составим это самоопределение, что такое самоконтроль. Главное, что вы прочувствовали это на себе. Итак, что же такое самоконтроль? Что у вас получилось? И состояний. Спасибо большое. И не случайно именно на это определение хотелось обратить внимание, потому что ведь это проблема для многих учащихся. И самоконтроль – это очень важная составляющая произвольной сферы. Итак, я заметила, что при выборе задания, напомню вам, вы отдали предпочтение работе с карточкой номер 2. Почему? Она красочная, красивая. Скажите, вам это как-то помогало отследить свое продвижение к цели? Приятнее работать. А что вы делали-то постепенно? Отмечали флажки. Вам это как-то помогало отслеживать свое продвижение к цели? Конечно же, конечно. Ага. Это следующее условие – демонстрация учащимся их продвижения к цели. Очень важно, когда ученик видит, насколько он уже приблизился к достижению цели. Тогда он сможет мобилизовать усилия, волю, напрячься, довести начатое дело до конца. Здесь очень эффективен прием, например, 3М. 3М – это 3 момента. То есть, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, 3 момента ваших ощущений на пути выполнения этого задания. Первое М – когда вам было интересно выполнять это задание? Так, хорошо, спасибо. Когда у вас возникла трудность? В начале. Ага, а что у вас вызвало интерес и самоудовлетворение? Когда вы получили результат. Спасибо большое. И действительно, этот прием помогает не только учителю анализировать выбранные формы, методы, но и ученику контролировать себя. Почему мне это интересно? Почему мне трудно? Что мне нужно исправить? Этот прием эффективен и для старшеклассников. Его можно использовать на всех этапах урока, от планирования до рефлексии.
Итак, двигаемся дальше на преодоление следующего этапа. Я вам предлагаю посмотреть видеосюжеты из школьной жизни и ответить на вопрос, почему никому не удалось ни ученикам, ни учителю получить желаемых результатов. Результат никакой. Вкусного предметы перед экзаменом. Горючки непонятные. Совсем не запоминают. А у тебя письмо вообще кол. Понятно? Мне непонятно, почему тебе непонятно. А вот интересно, а что тебе понятно? Кому все это надо? Ледовые побоище. Они выстроились так называемой землей, еще после ней каких-то... Вообще, тема нашего сегодняшнего урока. История, Татьяна Петровна. Предмет бесполезный. Итак, скажите, пожалуйста, почему никому, ни учителю, ни ученикам не удалось получить желаемых результатов? Не было мотива, мотивации, еще интересно, было скучно, неинтересно ученикам. Спасибо большое. И я думаю, вы согласитесь, что очень часто мы предлагаем ученикам задания, которые для них мало интересны и значимы, но они очень важны для освоения образовательной программы. И именно такие задания помогают формировать произвольную сферу, то есть желание, то есть дотерпеть, приложить усилия, довести начатое дело до конца. И задача педагога сделать эти задания значимыми и интересными. Я вам предлагаю сейчас в течение минуты поработать в группе и сделать эти задания значимыми и интересными. А вам, уважаемые коллеги, я предлагаю поиграть в игру «Запретное слово». Я буду говорить слова, а ваша задача их повторять за мной. Но помните, что те слова, которые относятся к нашему конкурсу, запретные, их произносить нельзя. Вместо этого вы должны хлопнуть в ладоши один раз. Итак, яблоко, улица, школа, педагог, конфета, луна, космос, испытание, отпуск, опыт, пальма, море, открытие. Спасибо большое, вы были очень внимательными. Вы эту игру можете использовать со своими детьми, со своими учениками, тогда, когда необходимо сконцентрировать внимание, когда дети устают, теряют интерес, а вам надо их активизировать. Итак, давайте, уважаемые коллеги, вместе попробуем с вами сделать эти задания значимыми и интересными. Итак, как же изучить теорему Пифагора? Как это сделать задание значимым и интересным? Спасибо. Связать с жизнью, да? Хорошо. Я вам здесь тоже бы предложила, может быть, привлечь внимание деловой игрой или какими-то интересными моментами. Ну а как же запомнить слова английского языка по теме спорт? Вот. Ну и такой вариант тоже, что придумать слова, подобрать слова для гида. Если, допустим, в какой-то такой стране оказался
Очень интересно, спасибо. А я бы еще предложила, может быть, придумать ассоциативные карточки, а если это еще задание связать с мотивом, например, предложить: завтра мы будем слушать с вами интервью известного спортсмена, а чтобы понять, о чем он говорит, нужно знать, конечно же, слова по этой теме. И мы с вами определили следующее условие формирования произвольной сферы, это что обязательно всегда задания должны быть связаны с потребностями и интересами школьников. И мы с вами с каждым шагом все ближе к вершине. Уважаемые коллеги, народная мудрость гласит: все хорошо в меру. И это действительно так. Особенно тогда, когда мы предлагаем задания ребятам разного уровня сложности. Я сейчас вам предлагаю поработать с заданиями. Внимательно их прочитайте, выберите в группе одно то задание, которое вы бы сейчас могли выполнить, и это было бы для вас значимо и интересно. Одно. Вы вот посовещайтесь, какое одно задание значимо и интересно, и вы бы сейчас с ним за минуту справились. Вы определились, скажите, пожалуйста. Одно задание, которое вы сейчас выполните за минуту, но оно для вас будет значимо и интересно. Ну так что, вы определились? Это какое будет задание? Так, вы сразу откладываете третье задание. Почему? Очень много времени, и в данный момент времени практически невозможно, невыполнимо. Хорошо. Действительно, просто прочитать это не развивает, это не напрягает. Конечно. И какое вы задание выбираете? Второе задание. Ну, выполните его. У вас 30 секунд. Угу. Я вижу, вы уже справились. Да, ну, давайте с вами посмотрим. Я вас предлагаю проверить свою работу по образцу. Посмотрите. Угу. Но вы сразу 2 карточки уже отложили. А почему выбрали именно второе задание? Вы эти 2 карточки отложили. Одно сказали слишком просто, второе слишком сложно. Почему вы это выбрали? Доступно. То есть в данный момент времени вы смогли выполнить это задание. Вы не только успешно справились с этим заданием, но и в своей памяти актуализировали условия формирования произвольной сферы. Итак, это еще одно условие формирования произвольной сферы – оптимальная сложность задания. В жизни школьника очень много разных заданий. Одни своей сложностью отпугивают от выполнения, а другие не мотивируют на выполнение, не заставляют напрягаться. Поэтому следующее условие, уже сказала, это оптимальная сложность задания. Итак, мы с вами почти у цели. Скажите, пожалуйста, что вы сделаете перед тем, как подключить какой-то бытовой прибор? Прочитайте инструкцию, хорошо. И что бы вы дали ученику, когда ему необходимо выполнить сложное задание, состоящее из нескольких этапов, чтобы он с этим заданием справился быстро и качественно? Я согласна. Это инструкция. Спасибо большое. Действительно, именно инструкция придаст заданию оптимальный уровень сложности и тем самым определит порядок выполнения задания. Трудно прилагать какие-либо усилия, когда не понимаешь, что нужно делать. А вот именно инструкция как раз и даст понимание, что необходимо сделать. И следующее условие формирования произвольной сферы – это наличие инструкции о способах выполнения задания. И вот перед нами топ-5 условий формирования произвольной сферы школьника, которые помогают строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль, оценку в соответствии, используя соответствующие средства. А именно эти умения обеспечивают
успешное продвижение не только в учебной деятельности, но и в дальнейшем в профессиональной деятельности и в социальной. Пусть станет невозможное возможным, пусть станет ближе то, что далеко, и пусть все то, что было невозможным, решается красиво и легко. Уважаемые коллеги, я вас благодарю за участие в мастер-классе. Возвращаясь на свое место, я прошу вас взять закладку, зеленую закладку. Если участие в мастер-классе было для вас полезно и интересно, и вы что-то возьмете для использования в своей работе, синюю закладку, если для вас было просто интересно, ну а желтую, если у вас мастер-класс не вызвал никакого интереса. Я вас благодарю за участие. Спасибо. Можно и желтую взять. Спасибо, Юлиана Сергеевна. Можете готовиться. Уважаемые члены жюри, у нас есть возможность задать вопросы. Я буду к каждому подходить, кто непосредственно хочет это сделать. Да? Итак, полагаю, что можно показать нам тот слайд, который как раз демонстрирует те 5 условий. Сейчас. Да, и вы можете подойти к нам. Да. Итак, пожалуйста, уважаемые члены жюри, вопросы. Мы говорим о произвольной сфере школьника, да, в данном случае. Это пока нам данные еще нужно будет. Скажите, пожалуйста, вы говорили о целях, которые являются непосредственно первым шагом в этом отношении. По вашему мнению, вот стоит ли на уровне начального общеобразования говорить, например, не только о ближайших целях, но еще и об отдаленных, например, там, связанных, может быть, с каким-то временным периодом и прочее? Потому что мы достаточно часто обращаемся к историческому сведениям в целом, да, к знанию и так далее, а это хронология, это связано также с экстраполяцией, то есть видение себя в прошлом, настоящем, будущем. Как вы считаете, насколько доступны вашим школьникам отдаленные цели и возможности их формирования именно на этом уровне образования? То есть ставить долгосрочные цели для ученика начальных классов. Итак, ну, конечно же, ученики, наверное, в каких-то моментах ставят эти цели, но, наверное, да. может быть, в профессиональной деятельности они уже... Да, мне сейчас трудно сориентироваться, я сейчас подумаю. Долгосрочные цели ученик. Ну, Мы же говорим, мы не только в зоне ближайшего развития развиваемся, но я все-таки думаю, ученик может ставить цели долгосрочные. Которые позволят как раз из зоны актуального развития выйти в зону ближайшего развития. Вы создаете сами такие ситуации? Создавать такие ситуации, чтобы... Наверное, да. Наверное, да. Ну, насколько это долгосрочно, мы можем говорить и об учебном триместре. Например, мы вот окончили учебный триместр, собрались, посмотри на свои результаты, где бы тебе хотелось улучшить, отметь именно, какие результаты бы тебе захотелось улучшить. Вот, наверное, ну, не на такие длительные сроки. Скажите, пожалуйста, Юлиана Сергеевна, те топ-5, которые вы расположили здесь, они в том порядке, в каком вы их видите, или же не обязательно этот именно порядок выдерживать? Нет, не обязательно этот порядок выдерживать. Я просто, изучая литературу по произвольной сфере, именно, ну, вот пришла, наверное, поняла, что именно такие условия, они являются эффективными для формирования произвольной сферы. Порядок здесь не имеет значения. Просто они расположены к вершине, да, от основания до вершины, поэтому воспринимается как порядок. А можно их расположить в порядке каком-то? Расположить в порядке? Ну, конечно же, всегда в первую очередь цель должна быть обозрима, затем продвижение учащихся к цели.
Но я думаю, что вот эти вот 3 пункта, они как раз очень тесно связаны со вторым. А может ли, допустим, наоборот, это все привести к тому, что условия, которые находятся... Да, наличие инструкции, конечно же, К тому, что обозримость... обозримость цели будет, да, очевидно. Пожалуйста, еще вопросы, конечно. Юлиана Сергеевна, у меня вопрос к тем заданиям, которые вы давали в фокус-группе, точнее к ожиданиям, да, которые вот вы хотели, наверное, вот реализовать, какие результаты хотели получить. Они изучали вполне конкретные определения, ну, как минимум, там, самоконтроль, да, регуляция своей деятельности. Но когда они отвечали, они больше говорили о своем эмоциональном состоянии от чего-то. То есть не подразумевалось, что они все-таки оценят некие свои действия, связанные, да, с выполнением заданий. Оценивали по итогу мастер-класса свои? То есть конкретно оценят и назовут действия, которые они совершали, да. Ну, то есть, по сути, если мы говорим о развитии произвольности, да, она должна, да, вот быть, развиваться и быть упредмечена тоже. Именно конкретно? В критериальности в их ответах не было. Я не ставила такую задачу, ставила цель, чтобы коллеги на себе прочувствовали, выполняя эти задания. И прочувствовали это как? Прочувствовали, выполняя эти задания, они прочувствовали, это же как раз были те задания, которые формируют и произвольную сферу, и таким образом мы вывели этих 5 условий. Нет, понятно, в данном случае я и уточняю, что означает, что они прочувствовали. Это ведь тоже должно быть как-то измеряемо. Я думаю, это коллеги уже на уровне своего подсознания. Возьму я для себя это, буду использовать в своей работе, ну или же это мне было не полезно. То есть такая эмоциональная, стихийная оценка, да? Я бы ее так не назвала, я не считаю ее такой. Ну, критерии вы не предложили, поэтому мы не можем тоже утверждать что-то иное. Уважаемые члены жюри, есть ли еще вопросы? Юлиана Сергеевна, вопрос такой. Были кадры фильма «Ералаш», да? Мы явно видели немотивированных учащихся, да? А вот такие топ-условия для учащихся с высокой мотивацией к учению подойдут или необходимо будет что-то еще добавить или убрать? Для учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению, эти условия, Или эти условия являются общепедагогическими? Я считаю, что эти условия вообще подойдут и любому педагогу, потому что очень важно формировать произвольную сферу. Не заканчивается формирование произвольной сферы и на уровне начального образования. Поэтому я думаю, и для всех учеников эти условия подойдут. Спасибо. Есть ли еще вопросы, уважаемые члены жюри? Итак, мы благодарим вас, Юлиана Сергеевна, за представленный мастер-класс. Вы можете поаплодировать. Роза Викторовна, пожалуйста, у нас есть несколько минут для подготовки. А нужны ли вам участники? Мы можем сразу их пригласить. Конечно, да. То есть вот сюда, да? Только. Нет, как... Итак, свой мастер-класс проводит Виноградова Роза Викторовна. Здравствуйте, уважаемое жюри, уважаемые участники и гости конкурса.
Тема моего мастер-класса – системный оператор как универсальное средство формирования целостной картины мира. Мне часто задают вопрос, на каком уроке и в какой сфере невозможно применять системный оператор? В ТРИЗе нет такого понятия «невозможно». Все объекты и происходящие события рассматриваются с точки зрения положительной или отрицательной характеристики. Системный оператор – это поиск связи между объектами, их характеристиками, функциями, которые в дальнейшем можно связать в систему. У ученика формируется понятийный аппарат и причинно-следственные связи. Именно при таком подходе формируется целостная картина мира. Начну со стихотворения, чтобы представить вам системный оператор. Если мы рассмотрим что-то, это что-то для чего-то, это что-то часть чего-то, это что-то из чего-то. Чем-то раньше было что-то, чем-то будет это что-то. Что-то ты теперь возьми, на экране рассмотри. И предлагаю вам рассмотреть сегодня бабочку. Это тема окружающего мира во 2 классе. Птицы, рыбы, звери, насекомые. Как же мы это рассматриваем, чтобы уметь классифицировать объекты по им отличительным признакам? Как вы думаете, где может находиться бабочка? Могут участвовать все, какие? На дереве, на поляне, на цветочке. Все верно. Ну и мы, конечно, рассматриваем на уроке более конкретно, в каком сообществе может находиться бабочка. Например, на поляне, у леса, на опушке. Далее мы с вами рассматриваем, из чего состоит бабочка. Назовите отличительные признаки строения бабочки от других животных. Из чего состоит? Как отличить ее? Крылышки есть, хорошо. Молодцы. Итак, мы с вами получили, да, яркие крылышки, тоже здорово. Мы с вами получили структуру системы вертикального лифта. Часть чего-то. Далее мы с вами рассмотрим линию развития бабочки. Кем была бабочка раньше? Гусеницей. А если еще до гусеницы? Пока куколка еще вариант у вас. А еще что может быть? Личинка. Давайте рассмотрим, зачем было. Мы в классе также потом с ребятами выстраиваем. Что было самым первоначальным для бабочки, для развития? Личинка, потом гусеница и куколка или кокон. А что бабочка может делать в будущем? Как вы думаете? Вы тоже все участники, пожалуйста, принимайте участие. Что с ней может произойти дальше? Могут, действительно. Могут съесть. Еще? Уснуть или проснуться. Может просто перелететь с цветка на цветок? Да, тоже может, совершенно верно. И тогда мы с вами получаем линию развития бабочки. И у нас с вами получается, что мы соединяем вертикальный лифт и горизонтальный. Бабочка в природе какую роль играет? Опыление, еще что может, чем являться пищей для других, да? Ее могут съесть птицы для своей цепочки питания, так скажем. Что же у нас получается дальше? Сконцентрироваться. Итак, вы соединили, у нас с вами получились линии развития и связи в природе. Эти связи мы с вами можем выстроить также в других системах и подсистемах. Не обязательно, что это будет сразу рассматриваться в классе. Но
Но встает вопрос, каким же образом мы рассматриваем причинно-следственные связи, если мы говорим, что это целостная картина мира. Понятийный оператор, понятно, а как же эти связи? Рассматриваем мы можем это таким образом. Что произойдет, если будет больше бабочек? Вот их будет очень много. Что произойдет тогда в надсистеме? Листвы не будет. Еще какие варианты? Предлагайте, все варианты хороши. Будет много цветов, хорошо. Бывает и такое. И на самом деле... И красиво будет. Это самое главное тоже. Ну и тогда есть даже такая история. Есть бабочки-боярышники, которые при выходе из куколки выделяют красную жидкость. И если их очень много, все вокруг пространства становится красным. И когда идет дождь, но это только одна из версий, то очень много красных капелек капает с деревьев. И говорят, что тогда вот кровавый дождь произошел, например. Да? Вот если это будет много бабочек. А если мы уберем, если будет много гусениц, что тогда произойдет? Тогда все, да, съедят. Ага, хорошо. Урожая не будет. Такие варианты. А если мы в надсистеме еще уберем и цветы, оставим только бабочек? Будут голодные, будут искать другое питание, да, в другой какой-то, в другом... Или погибнут, да, может быть и так. И вот тогда как раз мы рассматриваем эти причинно-следственные связи. Но причем системный оператор вот здесь, в данном случае, не заканчивает свою работу, потому что далее эта работа продолжается в 3 классе, когда мы начинаем рассматривать цепочки питания и появляются новые причинно-следственные связи. Дети, как я и говорила, некоторые экраны не заполняют, но на данном этапе ребенок выбирает те вопросы, которые у него возникают, и сам старается вести поиск информации и расширяет таким образом свое видение. И вот теперь появляется понимание того, что объект не только из чего-то состоит, а еще и видит взаимосвязи в этой картине, которая у нас перед глазами. Что же дальше? А дальше ребята берут свои задания и начинают рассматривать этот объект в надсистемах и подсистемах. Вот как вы думаете, например, что может быть, где может находиться личинка? На дереве, на листочке, совершенно верно. Из чего может состоять? Хорошо. Где может находиться гусеница? Там же на листочке. Хорошо. Может на дереве. Ага, отлично, молодцы. В траве. Может быть с другими гусеницами. Да. И из чего состоит гусеница? Тело с лапками, усики, да, хорошо. А кокон где находился? На листочке, на дереве, хорошо, отличные варианты. И из чего состоит? Как думаете? Так, пока такие варианты. И если у нас с бабочкой происходит что-то, то она где может находиться? Может и там, да. Если она у нас приколота, то где может находиться? Совершенно в квартире, в коллекции, да? И из каких частей она будет состоять тогда? Из тех же частей? Ага. Но что же видят ребята? Ребята могут увидеть вот такую картину, которую также представляют, как и вы. Единственное, что они еще это делают, вы уже знаете обо всем, а они это делают при помощи информации, которую потом представляют в классе. И тогда каждому интересно, что он представляет, какую картину мира, и в этой основе опять-таки лежит развитие и причинно-следственные связи. Что же у них получается?
на данном этапе идет создание мини-проекта. Каждому интересно, что он это представляет, и вот такие мини-проекты у ребят получаются. Ну а я сейчас попрошу фокус-группу выбрать для себя любую тему, которую бы вы разобрали на своем предмете. Раскройте, пожалуйста, буклеты. Угу. Понятно, что делать? Рассмотреть объект в середине, да, на свой предмет перенести. Да. Какой цвет выбирайте, все приемлемо, допустимо. Рассмотрите, где находится этот объект, из каких частей состоит, чем он был в прошлом, из каких частей, да, и как он будет выглядеть в будущем. А ваш предмет какой? Ребят, понятно? Девочки? Тогда, пока наши участницы готовятся, я бы хотела предложить вам, как мы готовимся к тому, чтобы работать с системным оператором. Чтобы научиться, например, отделять целые части, мы играем «я целая, ты частичка». Я буду проходить мимо участников и говорить, например, «я машина, а ты моя частичка». Что бы вы назвали? Колесо. Поехали. Я целая, ты частичка. Я школа, ученик, класс, парта, учитель. Проблемы, отлично. Я яблоко, а ты моя частичка. Кожура, косточка, листик, сок. Отлично. Я стул, а ты моя частичка. Ножка, спинка, резинка. И вот таким образом мы стараемся отличить, где целое, а где часть. Если же нам надо увидеть линию развития, то мы играем в игру «Кем был и кем стал». Например, надо сейчас будет определять, если я говорю предмет, то вам надо говорить, кем он стал. Угу, понятно, да? Иду сюда теперь поближе. Я яйцо, а ты цыпленок, петух. К вам тоже буду обращаться. Я трава, а ты... Тоже верно. Я зерно, а ты? Я капуста, а вы? Отлично, вариант. Тогда идем дальше, и мы рассматриваем надсистему. Это что-то, часть чего-то. Мы называем предмет, определяем ему функцию, что он умеет делать и где может находиться. Играем. Лампа. Какая функция лампы? Что делает лампа? Светить. Хорошо, еще. Греть. Хорошо. Где может находиться лампа, про то, что вы сказали? На столе, в больнице, в помещении. На стенке, на улице. Отличный вариант. Тогда предлагаю слово, раз мы все участники с вами великолепные и пришли с разными идеями, учитель. Функция учителя – учить, да, даже не функция, такая ценность учителя. Учить, хорошо. Где может находиться учитель? В классе, в школе, дома, на конкурсе, на планете всей, на курсах. Отлично. А если мы возьмем по предмету каменный уголь, для чего? Что значение какое? Обогревать, топливо, рисовать. Отлично. Лечить. Тоже принимается, все варианты принимаются. Где может находиться каменный уголь? Шахта, в котельной, в коллекции, если это активированный... В классе, в аптечке. Отлично. И вот таким образом мы учим ребят подготовки, да, к тому, чтобы мы могли рассмотреть часть чего-то, из чего-то и для чего-то, рассматривая те или иные функции. Итак, фокус-группа. Как у вас дела?
Тогда расскажите, пожалуйста, какой предмет вы рассматривали и что у вас получилось? Я учитель физики, поэтому, соответственно, взяла прибор из своего предмета. Это динамометр, прибор для измерения силы. Это объект. Из чего он состоит? Цилиндр, пружина, шкала. Но я не стала все части перечислять. В настоящий момент он находится в кабинете физики. Так, прошлое. Кем был чем был раньше? Ну, я написала проектом у ученого, который его создавал. Где он находился? На заводе написала. Ну, так подумалось мне. Из каких частей состоял? Металлические части, пластик, то есть состав именно составных частей. В будущем где будет находиться? В кабинете физики. Что произойдет с объектом? Его сломает ученик. Из каких частей будет состоять? Опять из металла, из пружины, корпуса, только по отдельности. Благодарю. Пожалуйста. Я учитель начальных классов. Мы касаемся только в ознакомительном порядке с этой темой, но тем не менее я взяла объект кристалл. Кристалл может быть драгоценного камня. Кем он был раньше? Простыми веществами. Потом сформировался кристалл. Что произойдет с объектом дальше? Обработка, может быть огранка. Где находился раньше? Глубоко под землей. Где находится сейчас? В руках геолога. Где будет находиться? В каких-то механизмах. А может повезет и попадет к ювелиру. Из каких частей состоял? Атомы, молекулы, алюминий, кремний, кислород, другие. И вот эта линейка у меня не меняется. Потому что это камень, кристалл. Отличный вариант, благодарю. Ну, так как я учитель начальных классов, на уроке математики мы изучаем такую величину, как длина, и необходим инструмент линейка. Настоящая линейка, где находится в портфеле на столе, из чего состоит из пластины. Прошлое, где находился в лесу, кем был раньше деревом, из каких частей корень, ствол, крона. Будущее. Что произойдет? Сломается. Где будет находиться, извините, в ведре? Из каких частей будет состоять? Щепки. Благодарю. Аплодисменты нашим участникам. Скажите, пожалуйста, вот глядя теперь на свой предмет и на системный оператор, как бы вы сказали, как системный оператор формирует вот эту целостную картину мира? Через что вот вам это... Почему вам удалось это сделать? Что вы... Мы установили причинно-следственные связи во времени, в пространстве, ну и в каких-то других еще отношениях. Есть другие варианты? Право выступить? Возможно, мы еще рассмотрели взаимодействие с этим предметом учащихся, например, или людей, да, которые взаимодействуют с предметом. Благодарю за ответ. Итак, получается, что мы с вами сейчас рассмотрели этот системный оператор, который может быть рассмотрен и на других предметах. И можем говорить о том, что системный оператор может использоваться на всех видах деятельности, как во внеурочной, так и в урочной. Может использоваться на разных этапах урока. Дает рост положительной мотивации к самостоятельному поиску информации, повышает качество знаний и развивает мышление. Я сейчас вас попрошу, на буклетах есть ссылка на QR-код, где тоже участникам можно оставить свой отзыв, как бы они применили этот системный оператор на своем предмете и какой бы объект вы бы взяли. Мне будет очень интересно, если вы напишите свой отзыв, и можно будет даже находить потом и межпредметные связи в будущем в системе со старшими классами. Ну а пока поступают отзывы, я могу сказать, что на сегодняшний день для меня системный оператор – это универсальное средство. Его прямо здесь,
согласитесь со мной или нет, прямо сейчас можно взять в свою педагогическую копилку и использовать. И при этом он еще не несет никаких материальных затрат. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо, Роза Викторовна. Уважаемые участники мастер-класса, пожалуйста, проходите в зал. Уважаемые члены жюри, у вас есть возможность задать вопросы. Мгм. Да, пожалуйста. Благодарю фокус-группы. Забыла. Было приятно. Роза Викторовна, у вас прозвучали такие слова «линия развития». Если мы говорим о тех примерах, которые прозвучали у участников, и вы сами говорили о примерах, бабочка перелетает с листка на листок, ее могут убить, она может стать кормом. Здесь прозвучало, что разобьются приборы, испортится инструмент. Линия развития, как к этому относится? Вот ко всему. Если дети будут говорить, то есть то, что сейчас они говорили, это как раз демонстрация того, что дети могут сказать. Да, и совершенно верно. Мы здесь принимаем любой из вариантов, потому что если мы рассматриваем линию развития, он когда-то рождается, начинает свою жизнь, и чем-то оно заканчивается. Это приемлемый вариант, и как круговорот жизни в природе. То есть пропуская какие-то другие этапы развития. Да. Понятно. Тогда второй вопрос. Как встраивается системный оператор в вашу технологию педагогического сопровождения, о которой вы говорили на методической мастерской? Мой системный оператор... Системный оператор в данном случае, я только наблюдаю. Если смотреть, что вы имели в виду, как я здесь себя проявила? Нет. Вообще. Вы говорили в методической мастерской, технологии педагогического сопровождения. Как встраивается в нее системный оператор? Сейчас сформулирую. Системный оператор не встраивается, на мой взгляд, в педагогическое сопровождение. Педагогическое сопровождение идет рядом с системным оператором. То есть когда мы создаем те или иные связи в структуре или в линии развития, вот здесь как раз и мое сопровождение идет. Как они заполняют этот лист и над чем хотели бы поработать. Вы говорили о педагогическом сопровождении как о технологии, а системный оператор это что? Это прием той технологии решения изобретательских задач. Понятно. Это часть. Роза Викторовна, спасибо за мастер-класс. Мы, как и участники фокус-группы, взрослые, да, и мы говорим о том, что мы тоже можем обогатить целостную картину мира. Скажите, пожалуйста, какой-то вот иной предмет или объект для изучения, кроме бабочки или тех объектов, которые выбрали коллеги, мог быть вот в рамках мастер-класса представлен, может быть, более соответствующий возрасту, да, участников фокус-группы? Можно взять урок, если для участников нашей фокус-группы это может быть урок в современном мире. Из чего он состоит, например, из того, я поясню, да? Можно? Да, конечно. Например, если мы рассматриваем урок, то все участники сегодня и на конкурс пришли с разными фишечками, со своими средствами, методами, приемами. И может она называть, что это мозговой штурм, педагогическое сопровождение, тот же системный оператор. Где находится этот урок? В школе, который мы проводим. Все участники пришли из разных учебных учреждений. Это начальная школа, сад, это лицей, это гимназия, это средняя образовательная школа. И тогда мы дальше рассматриваем, каким урок был, например, 200 лет тому назад, где он находился, в гимназиях, в лицеях, в церковных школах, из чего состоял. То есть это сразу давались иногда какие-то такие вот примеры, которые надо было сразу решить. Это, возможно, те же розги, как стимул такой, да, для учебы. Либо, это Роза тоже Викторовна, было. урок в жизни, да, каждого конкурсанта до конкурса, во время, да, после. Тоже да? можно. И тогда вопрос по овладению способом. А вот сам системный оператор мог быть вот в рамках мастер-класса тоже вот объектом рассмотрения? Мог. Мог, да? Да, я думаю, мог, потому что каким он... Все равно сейчас есть последователи этой школы ТРИС, и они немножечко привносят свои изменения, каким он был, и каждый интерпретирует по-разному. Это как-то повлияло бы на результаты мастер-класса? Я думаю, нет. Какие бы они были, на ваш взгляд?
Здесь больше мне хотелось посмотреть практику, как человек применит этот способ сейчас, да, это средство на свой предмет. И поэтому мне не хотелось бы рассматривать именно системный оператор как в системном операторе. Ну, как применит, вы услышали, да? Мгм, спасибо. Роза Викторовна, скажите, пожалуйста, а не задает ли этот системный оператор шаблонность мышления? Это способ рассмотрения, это план работы, план деятельности. Я говорила о том в методической мастерской, что это еще ведет и к проектной деятельности. А шаблона здесь не будет, потому что каждый ребенок, если он изучает научные сведения, он идет, чтобы это не было голословно. Вот здесь мы изучаем научные сведения. Он для себя должен понять, как он будет подходить к изучению того или иного предмета. Но он может рассматривать не все этапы, правильно? Это уже у него выбор. А вот с будущим, а как оно там будет? А если мы рассмотрим еще подсистемы? Ведь составные части ножек, крылышек, оно тоже имеет свое место вот здесь, уже пониже. И у него раскрывается изучение, а не наоборот шаблонизируется. А в то же время, почему бы на начальном этапе и нет, когда ребенок только учится? Да. И последний вопрос. Преемственность какую-то вы наблюдаете, использование вашего приема вашими выпускниками, которые переходят в 5 класс, или переносят опыт ваш педагоги среднего звена на ваших детей? О моем опыте я пока делюсь только на педагогических советах, как раз идет, когда разговор о преемственности. С этим выпуском у нас он приехал в гимназию имени Пушкина, кто работает в ней, и мы только поддерживаем связь, и действительно дети, не скажу, что все прямо, но большинство детей как раз применяет свои знания по системному оператору в своей деятельности в проектной, выступлениях. И один из последних примеров приведу. Ученица уже 2-й год работает над проектом «Чистый город». Она сначала создала проект из коробки, где наблюдать, да, какие проблемы, опять-таки, она рассмотрела через системный оператор, а в этом году уже хочет поставить мультик. Спасибо. Да, конечно. Роза Викторовна, такой вопрос. Это вы предлагаете провести такой мастер-класс для обучающихся 2 класса «Окружающий мир». Мы знаем, что у каждого живого существа, вот мы рассмотрели и смерть бабочки, и то, что она там на лужайке будет, да, весь цикл. Вопрос. Насколько нужно акцентировать внимание на негативных последствиях? Вот все моменты, которые связаны в том числе и с... Как вы поступаете в этом случае? Мы это рассматриваем, так как опять системная технология ТРИС не говорит о том, что это хорошо или плохо. Мы просто даем возможность ребенку тогда выбрать еще. Да, вот он может умереть, а если вот он при жизни, с ним все хорошо, так тоже, да, акцент делаем, с ним ничего плохого не случилось, тогда что? И вот ребята начинают мыслить по-другому, и у меня теперь таких ответов в классе нет. Вернемся к методологии. Вы говорили как раз о причинно-следственных связях, поскольку у нас и любое явление, и, по сути, изменения, которые происходят с реальными объектами, поликаузальны. Первый мой вопрос касается следующего. Мы увидели на мастер-классе рассмотрение именно реального объекта. Как вы работаете или используете системный оператор для анализа идеальных объектов, может быть? Например, возьмем ценность какую-либо. Например, семья. Прошлом, настоящем, будущем. А насколько, по вашему мнению, подходит системный оператор именно для обсуждения вот таких объектов? Надо для себя все равно решать, какие темы точно подойдут под системный оператор, а какие нет. Я не на всех уроках могу это использовать. Так же, как... есть нюансы. То есть, вот я вот так отвечу, да.
Ну, в большей степени, наверное, для объектов реальных происхождения, то есть генезис и развитие которых можно, в принципе, отследить и найти по ним информацию. Идеальные, наверное, сложнее. Я имею в виду об уровне начального общего образования. И на уроке, если вот так рассматривать, да, системный оператор подходит для того, чтобы рассмотреть тот или иной объект. А если я говорю по своей теме методической мастерской, я еще говорю о том, что это проектной деятельности, а вот там это важно. Мы рассматриваем ту же музыкальную шкатулку, находим, что было с ней в прошлом, кто ее создал, какие были детали. Какие есть недочеты музыкальной шкатулки? Она маленькая, ничего не видно, не потрогать. Тогда ребята выходят на то, что а почему бы не сделать музыкальную шкатулку интерактивной? И вот тогда... Спасибо. Работаете ли вы с помощью системного оператора следующим образом? Когда мы, например, по причинам, да, которые бывает очень много и влияющих на изменения реальных, в том числе объектов, можем определить уже следствие и, наоборот, по следствиям определить причины. Как вы строите эту работу с опорой на системный оператор? Мы чаще всего рассматриваем сначала все-таки в прошлом. Чтобы изменить будущее, нам надо рассмотреть, какие изменения были уже по линии развития. И только потом мы делаем так. Но вот я сегодня наблюдала за интересной работой еще фокус-группы, хотя я работала в зале. Начиная, ребята, извините, участники фокуса, девчата, да, с любого места. Для них было важно сейчас рассмотреть, и я их не останавливала. Они учились. А ребята уже, зная то, что сначала надо рассмотреть эти изменения, именно вот уже тогда с точки зрения проектной деятельности, они уже смотрят немножко иначе. Спасибо. Спасибо, Роза Викторовна. Мы благодарим вас за представленный мастер-класс. Благодарю вас за интересные вопросы. Пожалуйста, приходите в зал, а мы продолжаем нашу работу. И сейчас свой мастер-класс проведет Шадрин Олег Валерьевич. Нужны ли вам для фокус-группы и сколько? Хорошо, то есть наш конкурсант будет работать фронтально со всеми участниками. Раз. Слышно? Все, можно начинать, да? Так, здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые члены жюри, здравствуйте, гости. Так, не работает? Ну, давайте вот в этот. Так, здравствуйте еще раз всем. Работает, меня слышно? Поближе. Так, значит, я хочу вас сегодня познакомить со своим мастер-классом, который назвал «Как загорается лампочка» или «Как научить объяснять». К сожалению, реалии на сегодняшний день меня как химика, как предметника таковы, что с внедрением ФГОС, к сожалению, я как химик потерял очень много часов. Да, это реалии. И, к сожалению, это приводит к тому, что большая часть тем, к сожалению, у нас просто-напросто исчезает. Ну и при этом еще, когда внедрялся этот ФГОС, к сожалению, забыли вообще о влиянии социальных сетей. Если мы посмотрим на социальные сети, то мы увидим с вами, что там настолько мощно ведется антиобразовательная пропаганда, что каждый второй практически пытается доказать, что образование сейчас не в цене, и имея 9 классов образования, отучившись на двойки и тройки,
человек может стать миллионером. И дети, которые в этих сетях, конечно, живут, они пользуются этими интернет-ресурсами, впитывают эту информацию как губки. И пока что не умея фильтровать эту информацию. И, конечно же, мы понимаем, что с исчезновением ряда предметов, это как физика, химия, биология, в старших классах мы теряем производственную сферу. Мы перестаем что-то производить. Мы начинаем только заниматься блогерством, мы занимаемся маркетингом и так далее. То есть это те сферы, которые ничего не производят. И как только эти предметы исчезнут напрочь, к сожалению, дети или вообще в целом люди начнут просто-напросто, перестанут рассуждать. Так вот, тема моего мастер-класса как раз как научить объяснять, рассуждать, да, используя как раз проектные такие, не то что проектные, продуктивные работы. Как раз вот у нас Андрей Генрихович на методической мастерской у меня спрашивал, какой же алгоритм, вообще он есть или нет. И вот на этом мастер-классе я хочу как раз показать вообще, как в целом создается один из примеров, допустим, продуктивное задание. Так. Давайте я вам раздам. Посмотрите внимательно. Вскройте коробочки, посмотрите внимательно на содержимое, посмотрите внимательно на лампочки, как они выглядят, лампочки Ильича, лампочки накаливания. Да? И для того, чтобы создать продуктивное задание, мне нужен сначала некий сюжет. Некий сюжет, это может быть рисунок, это может быть схема, это может быть текст. Но из этого текста или из этого рисунка я должен постараться вытащить для своего предмета какую-то информацию, важную информацию. Давайте вот представим, что вот у меня есть лампа накаливания. Вот она как выглядит. Вы же на своих местах. Посмотрите внимательно каждую составляющую. Скажите мне, сколько деталей там? Посчитайте. Сколько деталей? 6. 6 деталей. Так? Порядка 10. Совершенно верно. То есть их там большое количество. Но я вам предлагаю сейчас. Лампочки Ильича будет выглядеть так. Так вот, почему именно зацепился вот к этой лампочке? Потому что мы сейчас в курсе 9 класса и в курсе 11 класса изучаем как раз металлы. И что касаемо темы металлов, вот посмотрите внимательно, что предшествует вообще и что изучается в курсе вот именно огромнейшего блока. То есть в ходе изучения металлов они изучают разделение на группы. Они изучают здесь, какие же соединения могут образовать металлы. Они изучают их физические и химические свойства. Они изучают способы получения, применения, активность химическую. И, конечно же, в самом начале они изучают еще такое понятие, как физические свойства. Физические свойства – это основа всех металлов. И давайте вот представим, что у нас есть пластичность, электропроводность, теплопроводность, твердость, плотность, температура плавления и так далее. Теперь давайте вот опять вернемся вот к этому рисунку, и я вас немножко направлю в нужном направлении, чтобы вы понимали, сколько металлов меня вообще в целом интересует. Цель вот этой работы будет заключаться в чем? То есть, чтобы вы понимали, к какому итогу мы должны подойти. Вот разберу, допустим, на примере вот это стекло. Кто-нибудь знает формулу стекла? Это кварц, да, силициум-2. Меня интересует, для чего или по какой причине именно сделали из стекла вот этот корпус. Прозрачный. Еще. Температура плавления очень высокая, совершенно верно. Так вот,
Моя задача в ходе изучения металла будет заключаться в чем? То есть обобщить все эти металлы на основе вот этой лампочки. То есть я что сделал? Я сначала взял сюжет, лампочку с физики, с курса физики, где были прописаны электроды, катоды, аноды и так далее. Но я немножко поменял условия. Взял условия, сделал таким, что устраивало бы меня. Так, теперь предположить, какие металлы могут быть вот среди этих 5. Вольфрам, медь, хорошо. Алюминий, хорошо. Так, а где среди вот этих металлов будет как раз вольфрам? Это нить, да? Хорошо. Ну так, напишу. Конечно, не очень красиво получилось она. Так. Где будет медь? Так, то есть вот эта часть, да? Так. А остальные? Алюминий. Так. Хорошо, предположим, пусть будет алюминий. Хорошо. Вот эта верхняя часть цоколя. Кто-нибудь? Возможно, олово. Пусть будет олово. Цинк. Хорошо. Вот эти держатели. Что это будет? Никель. Хорошо. Замечательно. Теперь посмотрите внимательно, да, то есть сколько вариантов у нас появляется по ходу решения вот таких продуктивных задач. И здесь, конечно, нужна подводящая вот такая дифференцированная помощь ученикам, потому что ученики могут пойти не в том направлении, в котором нужно и в котором было бы правильно. Поэтому давайте вот первая подсказка выглядела бы вот таким образом. То есть я им отдал бы периодическую таблицу и показал бы приблизительно пределы, которые меня бы интересовали. Во-первых, красным цветом вот здесь вот выделены замечательные проводники. И проводимость как раз вот здесь нужна мне вот в случае с медью. То есть посмотрите, сколько металлов. Да? Это медь, серебро, золото. Если же меня, допустим, интересует температура плавления, как у вольфрама, то обратите внимание, списочек тоже достаточно огромный, но уже сужает. Потому что металлов у нас в периодической таблице 96 штук. И если я немножко хотя бы сужу вот этот радиус действия, да, радиус поиска, то это, конечно, немножко поможет, но немножко. То же самое будет с другими металлами. То есть вот, как вы думаете, вот такая помощь поможет, если человек не знает? Если вообще не знает? Тогда вряд ли. А если хотя бы какие-то имеет уже навыки? Тогда да, возможно. Теперь представим, что я ученику какому-то конкретно из класса отдал вот такую подсказку. Он немножко поискал, потренировался, можно сказать, да, нашел эти элементы. И теперь следующий момент. Я еще буду сужать этот радиус с помощью вот этой таблицы. В этой таблице я указываю все те качества, которые меня интересуют. Например, пластичность. Золото, серебро, алюминий и цинк. Обратите внимание, что это нужно мне для того, чтобы сделать вот эту резьбу, чтобы металл был пластичным. Привожу 4 примера. Но также здесь привожу, что твердость по Бринелю, а Бринель это представьте, что берется стальной шарик и начинает вдавливаться металл. И алюминий он самый большой среди них. То есть из всех этих металлов алюминий будет таким самым твердым, что ли. Поэтому отчасти я еще сузил этот радиус. Что касаемо электропроводности. Электропроводность мне нужна будет вот в этом радиусе. Там, где медь. Да. И опять же 4 металла привожу. Ну, опять же, исключаю один. И говорю, что алюминий при разных температурах, особенно при низких, оно, к сожалению, теряет свою проводимость. Дальше плотность. Кстати, где тут будет нужна плотность, как вы думаете, для чего? Вот здесь я привел осмий, иридий, вольфрам и свинец. Здесь? С технической стороны. Вот посмотрите, вы закручиваете лампочку. Верхняя часть цоколя, что она будет делать? Для чего это нужно?
она будет падать, совершенно верно, да. То есть вот эта верхняя часть с точки зрения химии, если бы мы ее разбирали как химики, она сделана для того, чтобы она упала именно вот на эту часть. Но, к сожалению, у нас так не бывает, когда на стекло падает. Так, температура плавления. Приведены очень тяжелые металлы, очень плотные и высокие температуры плавления. Ну и магнетизм. Магнетизм связываем как раз вот с держателями. Почему? Потому что в химии, в физике вы изучаете такое понятие, как сопротивление. А в химии мы немножко уточняем, что наибольшую сопротивляемость имеют металлы, связанные с таким понятием, как магнетизм. Поэтому вот здесь вот привожу как раз 3 металла, и никого не убираю. Теперь посмотрите внимательно на эту таблицу. Можем ли мы сейчас уже выбрать металлы вот конкретно вот по этой лампочке? Некоторые да. Давайте, какие выберем? Так, хорошо. Здесь медь выбрали. Хорошо. Цоколь. Алюминий, да? Здесь. Во что превращаем? Цинк. Хорошо. Да. Вычеркнем отсюда алюминий. Поставим цинк. Хорошо. Еще? Верхняя часть. Что выберем? Свинец. Хорошо. Свинец, да, совершенно верно. Так, ну и что касаемо, что у нас там осталось, сопротивление, магнетизм, да, что мы выберем? В принципе, никель пока устраивает. Ну, для того, чтобы ученик сделал такой правильный выбор, да, в своем, я сталкиваю еще его с одной проблемой. Совершенно верно, вот здесь вы отмечали, что почему не золото и серебро мы здесь выбираем? Дорого. Я для них вот составляю вот такую таблицу, где указываю цены на сегодняшний день за грамм за каждый металл. Ну и вот давайте посмотрим. Пластичность, посмотрите, ни в коем случае не золото, конечно, да, мы просто обанкротимся. И здесь вот всего лишь несколько копеек, да, можно сказать, вот за грамм. И так по всем пунктам. И вот теперь, когда мы с вами составляем продуктивные задания, в первую очередь, еще раз хочу отметить, здесь должен быть сюжет. Сюжет не важен с какого предмета, главное, чтобы мы его умели использовать в своем. Это основной момент. Дальше, конечно, здесь нужно подобрать условия, то есть как подвести учеников к тому, что ты хочешь получить. Ну и правильно задать вопрос. В данном случае, да, то есть вопросом как раз заключается то, что я отметил здесь 5 черточек и прошу от учеников указать эти 5 металлов. Тем самым я повторил как раз все эти свойства, обладает металл, и немножко, можно сказать, обобщил. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот такого плана задания помогает рассуждать и объяснять? Да. А теперь давайте вот, я не знаю, вернется он, не вернется. Загорелась лампочка? Да, но только в фигуральном плане. То есть как? Каким образом? Мысленно, да. То есть мы дошли до конца, то есть довели все то, что хотели, до ума и получили некий ответ. То есть лампочка у нас загорелась, пусть и в голове у нас. Так, ну и теперь немножко подведем итог. Что мы сегодня с вами проделали вот на этом мастер-классе? Изначально. Для чего я вам раздал вот эти лампочки? Так, совершенно верно, да, чтобы прочувствовали, чтобы потрогали. В химии это очень важно. Если ученик не трогает, не чувствует вот именно эти запахи, не видит изменений цветов, химии нет. А, к сожалению, у нас сейчас химия превращается именно в такую науку. Мы все чаще начинаем использовать картинки, начинаем пользоваться видео, не имея никакого химического вот таких реактивов и так далее. Это очень, очень плохо на самом деле. И с учетом того, что здесь, конечно, уже философские темы можно поднимать, но если в будущем исчезнут такие предметы, как химия, физика и биология, вы должны понимать, что биология – это все-таки предмет, который показывает только строение.
Физика, которая указывает только процессы, а химия связывает эти два предмета. Химия учит рассуждать и объяснять. Если не будет этих трех предметов, мы просто будем сидеть в социальных сетях, голодные, без жилья, ну и, в принципе, наверное, и без телефонов. Я не знаю, как это будет выглядеть, но, видимо, как-то будет выглядеть. Так, у меня на этом все. Спасибо, Олег Валерьевич. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Олег Валерьевич, на вашем уроке мы видели, как вы учите детей объяснять, рассуждать, как пользуетесь подсказками, которые вы даете, разноуровневые подсказки, дифференцированный подход применяете. Все это мы видели. У меня вопрос вот в чем заключается. Как вы работаете с ошибками или ошибочными суждениями, которые дети делают в силу того, что они чего-то не знают, путаются? И даже подсказки, понятно, они комментируют по-разному. Ну, в этом случае нужно будет подобрать еще дополнительные задания вот именно по этому пункту, да, то есть по этим же вопросам, то есть для того, чтобы наработать и... Нет, чтобы в течение урока, простите, в течение урока. В течение урока урок. Представим, что у меня урок имеет какую-то конкретную цель, то есть останавливаться на каком-то конкретном ученике просто не смогу, потому что я на каждом уроке все равно создаю высокую планку, всегда. И в конце я могу подвести итоги, ему на дом дать какие-то дополнительные задания, а так останавливаться на слабеньком нет. Ну, не об этом вопрос был, не про слабеньких. Так, Ну, понятно, что... Да. Еще, вы продемонстрировали на уроке тоже конспект, некий, который потом остается у ученика. Если в этом конспекте тоже будут сделаны ошибки, я не говорю про слабеньких учеников, хорошо. Во время рассуждения они могут делать там пометки, потом не успеть убрать эти пометки, не исправить, потому что они увлечены рассуждением. Как вы это отслеживаете, что конспект, который ребенок уносит с собой домой, он уже правильно выстроенный по своему содержанию, по сути урока? Ну, имеете в виду, буду ругать или нет за это? Или... Нет, я не про это. Нет? Про то, чтобы результат урока у учащегося был такой, какой вы бы хотели, ну, понятно, а не то, что в смысле не проверяю его, черновик. то, что все его записи не А проверяют. тут не проверки делать. Как вы с этим работаете, чтобы вот этот конспект у них остался таким, какой бы вы хотели видеть? Ну, по ходу урока все равно я прохожу мимо каждого ученика, все равно прослеживаю, как его, где он какие ошибки делает, замечания все равно в его адрес, на его ошибки указываю. То есть... Какие-то общие схемы вы не делаете, потому что потом они сверились с тем, что у них... Нет, что у них почему? осталось? Нет, если урок требует, допустим, чтобы сделать акцент на базовые знания и умения, почему? Нет, мы делаем акцент, то есть проверяем все это, то есть без этого никуда. Меня интересует следующий вопрос. Меня интересует сегодня методология, особенно когда мы говорим об объяснении и так далее. Какие типы объяснений в основном вы используете на своих уроках химии? Генетические или эмпирические обобщения, допустим, либо это объяснение на основе самой теории, либо это функциональное и так далее? Ну, здесь в целом мне очень нравится, конечно, вот использовать ряд предметов, когда мы используем функциональную вот именно вот грамотность, когда мы связываем очень много предметов. Я, кроме как учитель химии, я еще и географ-биолог, поэтому для меня вот эти три предмета мне очень легко связывать. С другой стороны, конечно, вот такого типа задания я, конечно, очень люблю именно использовать на обобщении. То есть для меня это легче, потому что у детей уже есть некий багаж знаний, и вот такие уроки как раз можно посмотреть, смогут ли они применить это в жизни. Ну, по сути, это уроки тогда практикоориентированные, либо методологические? Ну, больше, наверное, практикоориентированные, наверное. Все-таки скажите, пожалуйста, вот мы сегодня увидели с вами вот на мастер-классе основной способ – это разные виды помощи в данном случае, которые способствуют, в конце концов, объяснению, например, какой-либо сложной теории. Или это, собственно, умение работать в определенном типе объяснения. Потому что мы же понимаем, что любое явление, даже химическое и так далее, или даже в отношении реального объекта, мы можем описать и с помощью данного объяснения, и с помощью иного объяснения.
Ну, здесь все Как вы зависит. поступаете? Здесь все зависит от ученика в целом, да, то есть все равно. Возьмем, допустим, высокомотивированных на изучение химии. То есть... Так, хорошо, пусть будет высокомотивированный, тогда как таковой подсказки я ему могу дать в виде периодической таблицы, вот, которая изначально была. То есть это достаточно сложный уровень, и ученик из 20 вариантов должен выбрать один. Но для того, чтобы это сделать, у него, ой-ой-ой, какой багаж должен быть. Спасибо, Олег Валерьевич. Мы благодарим вас за представленный мастер-класс. А мы продолжаем нашу программу и передаем слово уже Ирине Витальевне Михайловой. Пожалуйста. Пожалуйста, уважаемые участники фокус-группы, которые вы можете подойти. Помогите, пожалуйста. Сейчас, минуточку. А мы пока еще, наверное, не начали, да? А они уже выполняют задание. Пожалуйста, Ирина Витальевна, вам слово. Мы приветствуем вас на мастер-классе. Добрый день, уважаемые члены жюри. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию мой мастер-класс. Итак, у меня в мастер-классе примут участие 2 фокус-группы. Первая фокус-группа уже может приступать к заданиям. И о результатах своей работы они расскажут там чуть позже. А вторую фокус-группу я очень попрошу сегодня работать активно и активно участвовать со мной в диалоге. Итак, свой мастер-класс я хотела бы начать со многим уже известного анекдота. Да? Марья Ивановна, да зачем мне ваша алгебра? Где она мне в жизни пригодиться может? Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками. Скажите, пожалуйста, уважаемые члены фокус-группы, вам когда-нибудь задавали подобные вопросы? Довольно часто. Какие чувства вы при этом испытываете? Ну, желание переубедить учащегося. Вам не бывает обидно? Наверное, это больше мой адрес, да, что не донесла еще пока. Совершенно верно. Обидно, иногда даже бывает печально слышать такие слова. Я, как и Марья Ивановна, тоже иногда слышу такие фразы. И, в общем-то, у меня одна из задач в последнее время, одной из задач моих, наверное, приоритетных в последнее время стала следующая. Это показать обучающимся важность приобретаемых и формируемых в школе компетенций. Итак, с помощью чего мы это делаем? Об этом я расскажу в своем мастер-классе, который я назвала «Знания для жизни или что, где, когда». Ну, название мастер-класса повлияло
собственно говоря, сама проблематика знания для жизни, да, и, в общем-то, внедрение понятия функциональная грамотность в нашу жизнь, которая, в общем-то, всем учителям добавила работы. Ну а что, где, когда – это те вопросы, которые обычно задаю, когда мне что-то непонятное, неизвестно. И, в общем-то, это дань уважения к той игре, которую я люблю и в которую я играю. Перед проведением мастер-классов и вообще в начале своей работы над данной проблемой я просила несколько категорий граждан, скажем так, большая часть из которых являются участниками образовательного процесса. Вот такие результаты я получила. В общем-то, результаты, наверное, предсказуемые достаточно, да, и мы видим из таблицы, что наиболее скептически относятся к данной проблематике все-таки обучающиеся средней, скажем так, начальной, наверное, подростковой группы, да, подростки, у которых реакция, в общем-то, тоже понятна. Так. Ну что, для того, чтобы ответить на вопрос «что, где, когда» и, в общем-то, попытаться понять мой подход к решению данной проблемы, я предложу вам сегодня создать универсальную формулу. Она будет универсальной в некотором смысле для вас. В чем ее универсальность, я думаю, в конце вы мне расскажете. Итак, что же мы будем с вами создавать? Задачи на формирование функциональной грамотности достаточно многокомпонентные, сложные, их очень много разных видов. И, в общем-то, нам нужно с вами определить некую формулу, по которой мы будем работать над этими задачами. Итак, кратко обозначу их и поставлю знак «равно». Больше к этой формуле я не прикоснусь, все остальное будете делать вы. Ну что, начнем? Итак, первый вопрос «что?». Скажите, пожалуйста, что такого интересного и привлекательного должно быть в задаче, чтобы обучающимся очень захотелось ее решить? Хорошо, у меня будет для вас подсказка. Обратите внимание на слайд, на нем 6 изображений, и скажите, пожалуйста, что в настоящий момент для вас наиболее интересно, наиболее привлекательно? Наши участники сделали свой выбор, а мне хочется сейчас, чтобы вы совершили невозможное. Попробуйте. Мне бы хотелось, чтобы вы представили, что вы 13-летний семиклассник. Это возможно? Очень постарайтесь. Вот так вот, давайте 2-3 секунды подумайте и скажите, пожалуйста, а теперь какое бы изображение, на ваш, скажем так, вы бы выбрали? 5-е? Почему 5-е? Угу. Хорошо, 3-е? Хорошо, а вы? Абсолютно такой же выбор сделали, да? Хорошо, чуть-чуть усложним задачу. Если бы задача начиналась таким образом. Экономичные и неэкономичные привычки. Одна из задач взята непосредственно в базе данных подобных заданий. Начинается следующим образом. В моей вариации, да? А ты знаешь, сколько стоит сахар? Спросила Катя. Давай я тебе покажу чек. Вторая задача. Билеты на соревнования. Ребята в школе сегодня обсуждали, что в следующие выходные в наш город приедет на соревнования Александр Большунов. Мне бы тоже очень хотелось сходить на эти соревнования, сказала Вера родителям. Ну и, наконец, пицца с большой скидкой. Я нашел пиццу по акции. Давай закажем, сказал Сережа брату Максиму. Отличная идея, поддержал Максим. Сейчас вы в своем возрасте, скажите, пожалуйста, в настоящий момент, какую бы задачу вы выбрали? Наверное, первую, да? Почему? Она актуальна. А теперь возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вернее, не к тому, с чему начали, а к тому, чем закончили на предыдущей задаче. Да? Представляем снова себя 13-летними семиклассниками и думаем, какая бы из этих 3 задач вам понравилась бы больше всего. Про пиццу, да? Ну, всякое бывает, но кушать хочется всегда. Ну что, на основе вот этих 2 заданий я бы хотела, чтобы вы сейчас проанализировали свои мысли и подумали, какой же первый компонент будет в нашей формуле задач на функциональную грамотность. Запишите 1 или 2 слова. Вот только в одну строку, пожалуйста. Да.
Хорошо, замечательно. Идем дальше. Это наш первый компонент. Где можно использовать подобные задачи? Обращаем ваше внимание, наверное, все уже в курсе и все знают об этом, что функциональная грамотность — понятие многокомпонентное. Но нам повезло, мы работаем в такой сфере деятельности, где у нас есть миллионы способов реализовать свои задачи. Вот я бы хотела сюда пригласить Николая, наверное, Николаевича. И я бы хотела, чтобы вы сейчас попытались соединить, распределить, да? Да. Анна, помогайте, пожалуйста. Прямо рукой, да? Соединяем, проводим линии. Смелее. Сразу в голове думаем, здесь вообще правильный ответ может быть какой-то, да? То есть что я от вас жду, да? То есть, собственно говоря, раскройте, пожалуйста, свои идеи по этому поводу. Угу. Можно от каждого компонента несколько проводить линий, это вполне себе даже допустимо и желательно. Судя по всему, Анна с вами полностью согласна. Так, хорошо. Ну, можно заплести паутину, да, пауками поработаем сегодня. Так, ну хорошо, теперь обратите внимание на получившийся слайд. Скажите, вы как педагог в силах оформить все это в единую систему и справиться самостоятельно? Конечно, сложно в одиночку. Запишите, пожалуйста, свой вывод в формулу, внесите. Да, внесите новый компонент. Между ними обязательно поставим знак. Замечательно. Хорошо знаете математику. Так, а мы идем дальше. Следующий вопрос. Когда? Здесь я бы все-таки хотела акцент поставить на формирование математической функциональной грамотности. И Анна, наверное, все-таки мне чуть больше здесь поможет, но Николай Николаевич, вы помогаете и делаете вносите свои, скажем так, свой вклад в решение этой задачи тоже. Анна, пожалуйста, пройдите к слайду. И мы с вами также будем рисовать сейчас. Итак, подчеркните, пожалуйста, знаток математики, хороший специалист, подчеркните, пожалуйста, те темы в различных, да, на различных уровнях обучения у нас, в которых, как вы считаете, по смыслу хорошо вписывается задача на формирование функциональной грамотности. Так, еще раз. Маркер возьмем. Попробуем еще. Так, перо. Цвет у нас указан. Попробуйте. Вот, хорошо. Еще. Все. Да. 6 класс вы закончили? А на остальных нет? Что ж такое-то у нас, да? Ну, давайте просто перечислим, прям вот подряд. Из первого списка что мы можем выбрать? Десятичные дроби. Хорошо. Выражение формулы. Хорошо.
7 класс. Частота и вероятность, соглашусь с вами. Для любой темы. 8 класс. Мгм. Мгм. В целом я бы хотела, чтобы вы сделали вывод. Вот по возрастанию есть какие-то изменения, тенденции или нет? Или, в принципе, количество тем примерно одинаковое? Ну, вот в каком классе больше всего подходящих тем? Вот так. Вообще, честно говоря, где-то в каком классе больше такие темы, которые... В принципе, достаточно сложное на самом деле задание, требует большого анализа. Я соглашусь с вами, Анна. Действительно, как ни странно, но чем ближе к необходимым нам тестированиям, чем ближе мы подходим к решению, подводим детей к сдаче экзамена ОГЭ, тем меньше у нас, как у учителей математики, инструментов во время урока решать ту или иную задачу. Присаживайтесь. Спасибо большое. Какой вывод на основе этого можно сделать? Итак, отвечаем на вопрос «когда?», да? Когда? Ну и запишите, пожалуйста, свое слово. Запишите. Так и запишите. Хорошо. Хорошо. В общем-то, мы с вами ответили на 3 вопроса «что, где, когда». Ну, никакая система, она не может оставаться статичной. Все у нас происходит в динамике. И, в общем-то, на определенном этапе у меня появился еще один вопрос. Это вопрос «как?». Я вам сейчас даю несколько минут отдохнуть и перехожу к участникам нашей второй фокус-группы. Они нам сейчас представят результаты своей работы. Ну, во-первых, сначала сообщите, чем вы занимались. Мы решали задачи. Да, тест. В бумажном варианте и в электронном варианте. Хорошо. Представьте свои результаты. Пожалуйста, Мария Алексеевна, представьте результаты. По тестам представить результаты? Итак, я оглашу задание. Значит, в 2 вариантах были представлены тесты, содержащие задачи на формирование функциональной грамотности. Один вариант это был на бумажном носителе, другой в электронной форме. Нужно было сравнить 2 формы представления этих заданий, ну и, в общем-то, оформить вот такую таблицу. Я бы хотела, чтобы вы сейчас озвучили, что у вас получилось. Итак, в таблице необходимо было выделить, отметить положительные стороны и отрицательные стороны. Заполнение бумажной формы и электронной формы. Мы записали такие плюсы при работе с бумажной формой. Это, конечно же, здоровье и сбережение. Ну, мы так посчитали. Отрицательные стороны. Требуется большой объем работы с бумажными носителями, то есть много бумаги потребуется. И для проверки бумажных вариантов учителю потребуется больше времени. В отличие от электронной формы, где возможна автоматическая проверка и оценка вводится автоматически в конце теста. И плюсы электронной формы – это удобство хранения, не требуется отдельное место, и скорость проверки. Но зато есть минус. Это мы выделили здоровье и сбережение. И ситуации для оптимального использования бумажная форма, в условиях современности, конечно же, электронная форма, она более оптимальна. Ну и последний вопрос. Как вы думаете, какой вариант выбрали бы дети и почему? Тут наши мнения разделились, но мы посчитали, что часть детей, конечно же, выбрали бы электронный носитель, потому что это модно, это современно, это работа с компьютером. Но я думаю, что среди детей нашлись бы и те, кто выбрали бы бумажный носитель, потому что здесь можно порешать, можно зачеркнуть, можно перелистать, можно вернуться, а кому-то проблематично, судя по своему опыту в сельской школе, то кому-то было бы проблематично здесь вернуться на предыдущую страницу или выбрать следующую кнопку. Вот такой у нас вывод. Спасибо большое за вашу работу. Ну что, уважаемые Николай Николаевич и Анна,
Скажите, пожалуйста, какой четвертый компонент вы запишете? Какой вывод вы для себя сделали? Запишите. Итак, уважаемые участники фокус-группы, я поздравляю вас. Сегодня, если вы еще даже не прикасались к задачам на формирование функциональной грамотности, в чем я сильно сомневаюсь, вы к ним прикоснулись. Вы даже создали для себя некую формулу. Я в самом начале сказала, что она универсальна. Вот как вы думаете, в чем ее универсальность? На любой предмет ложится. А помните, многокомпонентные, да, у нас понятие функциональная грамотность. Разные виды функциональной грамотности для разрешения этой проблемы, да, для формирования функциональной грамотности всех ее компонентов можно воспользоваться вашей формулой. Скажите, пожалуйста, а у других участников другие формулы получились бы? Как вы думаете? Абсолютно верно. На самом деле формулы в чем-то будут отличаться, что-то будет общее, это нормально, да? У меня также есть моя формула. Она состоит тоже из 4 компонентов. Как вы видите, в принципе, они очень-очень близки и даже в чем-то перекликаются. Ну и в окончании своего мастер-класса я бы хотела вернуться к тому же анекдоту и сказать следующее. Я надеюсь, что все те выкладки, которые мы сегодня с вами произвели, ту формулу, которую мы для себя открыли, вы будете использовать, и тогда никто и никогда вам не задаст вопрос, а зачем мне ваша алгебра, ну или история. Спасибо, уважаемые участники фокус-групп. Спасибо, уважаемые члены жюри и коллеги. У меня все на этом. Спасибо, Ирина Витальевна. Уважаемые члены жюри, у вас есть возможность задать вопросы. Полагаю, что вы можете продемонстрировать еще раз вашу формулу, которую вы явили на мастер-классе. Пожалуйста, члены жюри, ваши вопросы. Спасибо за представление мастер-класса. У меня такой вопрос. Можете ли сформулировать сейчас педагогическую цель вашего мастер-класса? Продемонстрировать свой опыт, свои первые шаги к созданию системы, системы, наверное, приемов, методов, которые бы способствовали формированию функциональной грамотности у моих обучающихся. А результат проведенного мастер-класса лично для каждого участника в зале? Я считаю, что на данном этапе, вот с чем я столкнулась? Я столкнулась с нехваткой в некотором смысле единомышленников. И я бы хотела, чтобы этот мастер-класс подтолкнул большее количество моих коллег к тому, чтобы они все-таки задумались о том, что функциональная грамотность — это не просто словосочетание, которое вот мы должны курсы пройти, вроде бы внедрять, а чтобы работа реально велась. На самом деле она действительно ведется, и у нас в школе тоже есть такие учителя, их много, в общем-то. Но в любом случае, особенно мне, конечно, хотелось бы с математиками в этом смысле посотрудничать. Так как в этом году на конкурсе достаточно много математиков, надеюсь, у нас будет в чем-то обмен опыта состоится. Пробудить интерес. Пробудить интерес прежде всего. Да, возможно, подтолкнуть какие-то идеи, показать, как это можно реализовать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема того, что учителя не пользуются теорией или знаниями по функциональной грамотности? Ну, на мой взгляд, давайте честно, объективно скажу, что курсы мы многие проходим заочно. Все-таки не хватает, наверное, того самого кнута. Ввиду очень большой занятости мы не всегда находим время выполнять, наверное, свои вот эти вот обязанности. И не в том смысле, что выполнять свои обязанности, а уделять внимание более глубокое
этой проблеме. Потому что я, например, считаю, что формирование функциональной грамотности – это комплексная задача. Она единая, то есть все 6 компонентов должны примерно одинаково формироваться у ребенка, то есть ну, там, параллельно, по крайней мере, математический термин применю. Вот. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы все работали в одном направлении, примерно с одной скоростью, но это были бы идеальные условия. Вот проблема, наверное, в этом. Хорошо, спасибо. И еще вопрос. Если мы посмотрим на вашу формулу, уберем верхнюю часть задачи функциональной грамотности, просто ее уберем. И вот с этим набором, который есть, с плюсами, можно ли другие туда поставить термины? Не задачи функциональной грамотности, что-то другое. Универсальная формула. Мы уже об этом... Вместо, если убрать Вместо. верхнюю часть, да, задача Я функциональной поняла, грамотности. да. Формула универсальная, конечно, мы ее же используем и в нашей работе не только при формировании функциональной грамотности. Я не искала какую-то уникальность формулы. Я хотела просто подчеркнуть те шаги, которые мы все знаем и их все применяем. Тем надеюсь, фото здесь в принципе перекликается, да, некие моменты. И, в Например, общем-то... можно поставить туда вместо задач функциональной грамотности, поставить туда слова «проектная деятельность». Обязательно. Это же и доказывает, что задачи по функциональной грамотности, они обязательно должны быть в учебном процессе наряду с той же самой проектной деятельностью, исследовательской деятельностью и так далее. Но у нас немножко, мне кажется, этот процесс сейчас замедлился. Но мы знаем, что мы ждали тестирование ПИЗа, да, готовили деток, а сейчас его перенесли вроде бы на осень, времени осталось немного. Но вот мои результаты еще говорят, что пока мы не достигаем того, вот мои личные, у моих детей, которых я веду, пока не достигают того уровня, который от нас запрашивает государство. Поэтому в этом направлении я работаю усиленно. Ирина Витальевна, здесь вопрос продолжения предыдущего. Может быть, можно ввести характеристики, признаки, позволяющие эту формулу отнести именно к задачам функциональной грамотности? Я думаю, это будет мой следующий шаг. Я подумаю над вашим вопросом, но я думаю, что мне нужно, наверное... профессионального развития. Да, я показываю немножко, стараюсь, что все-таки это в динамике происходит, оно однозначно будет меняться. Спасибо. Нет больше вопросов. Мы благодарим вас, Ирина Витальевна, за представленный мастер-класс. Уважаемые коллеги, у нас 12 часов. Сейчас мы сделаем после первых 4 мастер-классов небольшой перерыв, который продлится 30 минут. В 12:30 мы продолжим конкурсное испытание мастер-класс. Те, кто за нами следит онлайн, объявляется перерыв на 30 минут. Всего доброго, до встречи.
Добрый день, уважаемые участники. Еще раз мы продолжаем конкурсное испытание мастер-класс. Мы также приветствуем всех тех, кто следит за конкурсным испытанием онлайн, и тех, кто присоединился к нам только что. Мы продолжаем конкурсное испытание, и еще 4 конкурсанта проведут сегодня для всех нас и для всех вас мастер-класс. И сейчас мы передаем слово следующему конкурсанту Лялькиной Елене Валерьевне. Вам слово. Здравствуйте. Я представляю вам свой мастер-класс на тему «Умеющие мыслить умеют задавать вопросы». В название мастер-класса я взяла цитату канадского боксера Артура Кинга. Для меня это было очень значимо, потому что это лишний раз подчеркивает, насколько жизненно необходимым является то умение, которое я формирую. Конечно же, это снова методика исследовательских вопросов, только на этот раз 2-й и 3-й этап. Очень важно уметь задавать вопросы. Очень важно уметь через них входить в текст. Ведь это развивает читательскую грамотность, один из видов функциональной грамотности, о которой уже сегодня говорили. Для нас, для педагогов, это необходимость. Мы обязаны развивать у всех детей функциональную грамотность. А для детей это в первую очередь социализация и успешность в этой жизни. Читательская грамотность – это основа основ. Как ребенок сможет в будущем стать финансово грамотным, если он не сможет прочитать кредитный договор? Или как он решит задачу по математике, если он не в состоянии прочитать условия задачи? Везде, везде и везде читательская грамотность. Цель – формировать у обучающихся умение интерпретировать текст посредством исследовательских вопросов. Любой текст. Помним о том, что современный подход к тексту говорит нам о том, что текст – это многосмысловая структура. Современный текст – это многосмысловая структура. Об этом нам говорили на курсах по функциональной грамотности, специалисты отмечали, что дети испытывают, конечно же, затруднения при тестировании, когда тексты кардинально отличаются от тех, что они видят на уроках. Следовательно, мы должны каким-то образом вводить в процесс образования как можно больше многосмысловых текстов. Ну и, конечно же, тогда начинается процесс смыслопорождений. Ведь другой человек отличается от тебя воспитанием, образованием, контекстами и может совершенно по-другому зайти в этот текст. Поэтому коммуникация между всеми участниками образовательного процесса в этом случае очень важна. Встречаясь вместе, дети раскрывают контексты друг друга, и им можно по-новому взглянуть на текст. Каковы условия успешной реализации моей цели? Во-первых, это четкие критерии для ребенка и для учителя. Учитель должен понимать, что именно он вырабатывает у детей, и дети должны четко понимать, что от них ждут и что они сейчас делают. Поэтому существуют критерии вопросов и ответов в данной методике. Во-вторых, это распределение этапов в связи с возрастными особенностями детей. Конечно, можно сразу зайти в 5 класс и попросить задавать исследовательские вопросы, да, то есть, грубо говоря, как сказал бы Альберт Эйнштейн, предложить рыбе залезть на дерево. Вопрос, как она там себя почувствует, да, насколько успешной. Ну и наличие программ внеурочной деятельности по предмету. Думаю, все филологи согласятся со мной и вообще все гуманитарии, что нужно вводить дополнительные дидактические материалы для развития у детей навыков смыслопорождения и вот этих вот исследовательских вопросов. Конечно, они есть в программе. Я работаю по МК Коровиной, поэтому должна сказать, что в этой программе такие тексты начинаются где-то приблизительно с конца 7-8 класса. До этого, конечно, прекрасные, замечательные совершенно шедевры русской классики, но они достаточно однозначны в плане смысла. Более того, автор часто сам проговаривает свою позицию и идею настолько четко, что, в принципе, дети не испытывают здесь затруднений. К 8 классу удельный вес таких текстов увеличивается. Появляется Александр Блок на Поле Куликовом. Появляются «Мертвые души» в 9 классе Евгений Онегин, которые, к сожалению, дети, не привыкшие работать со смыслами, пропускают по большому счету мимо себя. То есть они на уровне сюжета, они вам его вскроют, но все исторические и культурологические аспекты этого текста, к сожалению, пройдут мимо них. Признаки исследовательских вопросов. Такой вопрос обязательно должен содержать в себе непонимание задающего вопрос. То есть те моменты,
в которых вам что-то в связи с вашим опытом, с вашей жизненной ситуацией в данный момент непонятно, вот туда мы и задаем вопрос. То есть это не вопрос ради вопроса, это вопрос ради ответа. И ответ не должен быть односложным. Нужно что-то проанализировать, объяснить. Обязательно обратиться при ответе к тексту. Сослаться на действия персонажа, цвет, свет, звук, фразу и так далее. На втором этапе можно давать детям конкретные исследовательские вопросы, как я уже в частности говорила на методической мастерской, среди других видов вопросов. Здесь на втором этапе задача учителя, который на первом этапе уже научил детей отвечать правильно на исследовательские вопросы и обращаться к тексту, здесь задача учителя научить отличать, именно видеть эти исследовательские вопросы, и в принципе, если дети уже готовы, мы можем начинать генерировать свои. Так получилось сегодня, что у меня все тексты иностранные. Но это не значит, что я не работаю с русскими текстами. У нас есть шикарные тексты для смысла порождения, в том числе и в программе, и не в программе. У нас есть Бунин роман Горбуна, у нас есть Бунин «Телячья головка», у нас есть шикарное стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева и мое любимое стихотворение «Порок». Так дура или святая? Да? Если дура, почему? Если святая, почему? Это цитата непосредственно из самого текста. Но сегодня у нас Роберт Томпкинс в поисках правды. Уважаемые группы, у вас есть сам текст, уважаемые фокус-группы. Я очень рада, что вы пришли сегодня ко мне и хотите работать с этой замечательной методикой. У вас есть критерии вопросов и ответов. И списочек вопросов, из которых далеко не все исследовательские. Пожалуйста, обсудите в группах и обведите в кружочек те вопросы, которые вы считаете исследовательскими. Критерии перед вами. У вас на это 2 минутки. Хорошо, если в этот этап вы берете небольшие тексты. Особенно замечательно, если предметную работу поддержит какая-то неурочная работа. В идеале это, конечно, факультатив. Как он назовется? Смысловое чтение, читательская грамотность, интерпретация текста, порождаем смыслы. Это уже зависит от автора, который создаст этот факультатив. И можно выстроить хорошие предметные связи между теми произведениями, которые вы проходите на уроке, и теми, которые вы проходите после уроков. В данном случае это произведение я запускала в 6 классе, после того, как дети познакомились с произведением Астафьева «Конь с розовой гривой». То есть там были уже определенные какие-то ассоциации, контексты, связанные со словом «правда». И на факультативе, который на тот момент назывался «Смысловое чтение», мы заходили в этот текст. И достаточно интересен он был. Вы готовы? Одна группа у меня готова, другая еще доделывает, да? Также это могут быть какие-то функциональные дни в школе, когда в субботу, например, это могут быть только игры, связанные с читательской грамотностью, математической грамотностью и так далее. И очень хорошо на эти дни приходят родители. Им интересно. Они там видят ребенка в другом ключе, в совершенно ином виде. Вы договорились? Проверьте, пожалуйста, так ли у вас получилось. Можно и, конечно же, сначала выслушать группы, а потом показать эталон. Там уже зависит от класса, с которым учитель в данном случае работает, и он, в принципе, класс свой уже знает. Конечно, правильно вы приготовились отвечать, потому что для чего же тогда существуют вопросы, если на них не давать ответы? Помните о критериях ответа, особенно о критерии номер 2, которые очень часто могут подзабыть дети, если их не отсылать к этому критерию. Обязательно обращаемся к тексту. Ну, вот, собственно, 6 вопросов, 6 человек, да? Давайте по цепочке выбирайте любой вопрос, который на вас смотрит. Отвечайте на него и передаем слово дальше. Вы начинайте, там пойдет.
Да, конечно. Хорошо? Пятый вопрос. Почему автор не дал герою имени? Я думаю, что автор не выбрал герою имя, потому что на место героя может оказаться любой из нас. И чтобы не было конкретного задания на кого-то, и каждый читатель примерит эту историю. Так, хорошо. Почему Карга кивнула торжественно? Я считаю, что ввиду своего возраста ей уже позволительно действительно считать себя молодой, красивой, она уверена. И поэтому она кивнула торжественно. Она гордится своей красотой, она гордится тем опытом, который отражает ее красота и ее внешность. Она гордится тем, что она правда, да? Допустим. Ваше мнение такое. Хорошо. Да. Да, он дошел, он так долго добирался. Наконец-то. Наконец-то. А в этом и суть. Вот смотрите, на ваших глазах уже рождается обмен смыслопорождениями между участниками коммуникативного, в данном случае, процесса. Да? Так. У детей тоже будет так же? Ну да. Старая Карга говорит, что она молодая и красивая. Проверить, скажет ли вдруг неправда. Так, как один из вариантов, она же правда? Так. Еще? Угу. Ну, потому что автор хотел создать, не то чтобы создать, а указывать на то, что для правды не всегда легко найти. Сейчас уже на поверхности каждый пытается найти правду. Верим тому, что нам говорят, мы не пытаемся найти правду, да. Ну вот долгий путь, вы совершенно правы, да? Долгий путь, наконец, в этой глухой деревушке. Как он долго шел, да, наконец-то, он уже устал идти. Как долго искать, на самом деле, надо порой правду, так? Почему слово «правда» пишется с большой буквы? Это частый прием, вот именно этого жанра, когда автор дает имя собственное, говоря из нарицательного То есть она здесь в этой притче, она становится героиней. Так? Еще? То есть она себя важно ведет. Так, дети еще довольно-таки неплохо здесь бывает используют символ огня. Как огонь может быть связан с правдой? Как это в культурном контексте можно связать? Так. Вот. Вера древнего человека в то, что часть тела. У меня в опыте было так, что продвинутые дети выходили на этот огонь через пословицу «на Вове шапка горит». Они говорили, что все равно вот этот вот огонь, он связан с правдой, да, то есть все равно ты погоришь, если вдруг ты соврал, например. И, конечно же, тут им помогал главный герой, в том числе произведения «Конь с розовой гривой». Они вспоминали этого мальчика, говорили, что вот ведь в итоге все равно. Да. И он, как говорится, невзирая на все свои такие вот детские ухищрения. Но не все бывает так гладко и сладко. Бывает, что у детей не рождаются образы. Филологи согласятся со мной. С каждым годом мы все больше и больше встречаем детей, которые, читая текст, не порождают образы. Что же с ними делать? Либо это дети, которые мало читают, либо это дети, которые на самом деле очень успешные дети, но в математике. Они не видят этот образ, который порождает письменный текст, и, соответственно, не могут справиться в том числе и вот с задачей постановки вопросов. Ну, это еще слайд демонстрирует, как это мы можем сделать на предмете. То есть вот тот момент, который вы сейчас сделали, 6 класс чудик.
Шукшин, да, Василий Макарович. И таким образом мы выходим на видеотекст. Почему видеотекст? Для меня, в первую очередь, это вид деятельности, который соединяет несколько сразу моментов, да, то есть ребенок и видит, и слышит, и что-то осознает. Во-вторых, наши дети постоянно находятся в интернете, среди видеотекстов. Говорят в последнее время, что мы имеем дело с экранными детьми, да, то есть дети постоянно у нас в экране. И это неплохо, что они там. Плохо, если мы их там оставим одних. Обязательно, конечно же, мы должны воспользоваться воспитательным потенциалом интернета и, главное, помочь детям разобраться в этом контенте. А еще те дети, которые пока не порождают образы из письменных текстов, они начинают видеть их в видеотекстах и порождать исследовательские вопросы. Через полгода систематической работы в данном направлении они начинают успешнее справляться с текстами печатными. Поэтому третий этап, к которому мы с вами сейчас перейдем, я построила сегодня на видеотексте. Вопросы сгенерировать могут все. В мастер-классе очень удобно, конечно же, использовать видеотекст, потому что все вы сейчас будете находиться в одинаковых условиях. Все вы его прочитаете, все вы его увидите. И если участники у нас не справятся, я обращусь к залу, вы окажете нам поддержку и назовете свои исследовательские вопросы. Данный текст я запускала в конце 7 класса по программе МК Коровины. У нас там идут японские Хоку Танка, у нас там Мацуо Басёк, Баяси Исса. И вот когда мы на предмете уже поговорили о восточной философии, да, и о данных стихотворениях совершенно шикарных, точно так же можно поддержать в деятельности внеурочной по предмету вот таким вот, например, материалом.
Так, уважаемые участники, у меня к вам вопрос. Тут обязательно личностный подход. Текст читается столько раз, сколько он необходим для участников. Вам одного раза достаточно? Вы сгенерировали какие-то вопросы или вы посмотрите еще раз? Отлично. Ваши вопросы, пожалуйста. Не ссорьтесь. То есть, да. Совершенно верно. Вот оно непонятное с точки зрения жизненной ситуации. В жизни вы муху разрубите, она погибнет. Почему здесь, когда самурай разрубает мух, их становится все больше и больше? Кто желает ответить на этот вопрос? Прошу. Муха, с вашей точки зрения, символизирует что? Какую-то жизнь или проблема? Так, проблема. Так, хорошо. Он вдруг увидел, что муха превратилась в лепесток сакуры, да? Почему это его так вот успокоило? Угу. Так. Может быть, кто-то из зала? Угу. Угу. А посмотрите на это с точки зрения. Угу. Совершенно верно. В данном случае находимся в контексте культуры Востока. То есть, конечно, этим тоже рассказывается, что на Востоке проблема — это не проблема, это подарок, жизненный подарок. И твой враг, на самом деле, который ты воспринимаешь изначально как врага, может быть, это твой друг в дальнейшем, да еще и самый верный. Так. Угу. Удалось справиться, почему с помощью оружия не удалось справиться? Ну, в данном случае, в общем-то, если вскрыли контекст, кто это муха, то ответ уже очевиден. Какой ответ? Не стесняйтесь, пожалуйста. То есть... Он изменил отношения. Хороший текст порождает хороший контакт, смыслопорождение и обмен. Так, еще. Задайте вопрос к цвету, к звуку. Угу. Угу. Да, прекрасный сад такой, розовый, белый. Угу. Да. Угу. Совершенно верно. Обратите внимание на воспитательное значение такого текста. Да? Для подростков он особенно очень хорошо идет. Там ведь очень эмоциональный возраст. И в первую очередь, с психологической точки зрения, такие возрастные особенности — это постоянно кидаться в атаку. Сначала в атаку, да, а потом разберемся, зачем. И вот такой текст учит принятию себя, принятию окружающих и определенному размышлению, прежде чем предпринять какие-то серьезные действия, прям такие вот кардинальные. Так, к цвету вы задали, к звуку. Что со звуком происходит? Как задать вопрос к звуку? Сильно не слышно здесь. Угу. 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 Почему это произошло? Угу. Угу. То есть сначала он был агрессивным, рубил мух, не забываем обращаться к тексту, да, потом он, в общем-то, там есть еще один символ, вот это на стене, да, что это может символизировать. Угу. Да, вот там уже из зала смысла порождения, внутренний мир, душа человека, да, возможно, картина его жизни и так далее.
Какая именно? Ну, это у нас уже наши ассоциации, да, и наши культурные коды. В частности, один вот сегодня уже прозвучал вам в первом мастер-классе показывали ГУР, да. ГРА у нас сразу ассоциируется с каким-то успехом. Мы должны что-то покорить, куда-то забраться, да. Вот. Да, то есть это умиротворение, это мир в душе, это мир во всем мире. И обратите внимание, последний вопрос можно задать к финалу. Такой. Она что в конце муха-то сделала, когда он разжал? Текст. Почему муха в конце улетела? А почему она улетела от него? Вначале она его доставала, да? Да. Да, конечно. Вот эта проблема, она для него уже не проблема. Ну, вот я попробовала показать то, что я не смогла показать в полной мере на уроке, так как там были, в общем-то, незнакомые мне дети. И, конечно, сразу же порождать с ними вот эти вот вопросы я не могу. Идти на презентацию. Вот это. Нет? Какие-то не те настройки у меня вышли. Ага, да, все. Угу. Ну, вот, в частности, то же самое, только по тексту шуточка, родная литература, 8 класс. Антон Павлович Чехов, автор. Простите. Скажите, пожалуйста, в какой фигурке вы себя видите? Так. То есть вы хотите применить что именно? Угу. 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 Отлично. Вы где? Что именно? Угу. Угу. То есть тексты вас заинтересовали. Угу. Угу. Через исследовательские, опять же, вопросы. Так. Угу. Так. Отлично. Угу. Так. Угу. Отлично. Подумать всегда нужно. Большое спасибо вам за работу сегодня. Большое спасибо за внимание, за помощь зала. Спасибо, Елена Валерьевна. Спасибо, уважаемые участники фокус-группы. Уважаемые члены жюри, у нас есть возможность задать вопросы. Угу. Конечно. Нет, я сразу, но потом посоветовалась с коллегой. У коми людей есть такая примета, что плевать в огонь нельзя. Не корвелдам, да, корвелдам, не правда. Да, а тут правда плюет в огонь. И если бы этот урок, например, проходил в нашей школе, где мы активно обращаемся к культуре помидоров, то как будет... Каким образом учитывать особенности менталитета разных народов, да, типичные, нетипичные и так далее, вот при использовании данных? Обязательно учитывать. А это и будут вот те самые контексты смысла порождения, которые зависят от читателя, который заходит в текст. Конечно, он со своим контекстом заходит. И это его замечательный контекст, это его культура. Да. Какие из них были неисследовательские? Непосредственно вопросы на знание текста. Кто автор текста, как называется этот текст, куда пришел человек. Хорошо, тогда такой следующий вопрос.
А вопрос, в чем мораль? Либо притчи, либо вот данное видео является исследовательским? Это скорее уже смысл порождения после работы с исследовательскими вопросами. То есть, когда сегодня я это сказала на уроке, он как раз был, то есть, когда вот обсудили все это, ребята на уроке, поделились смыслами, мы формулируем некое задание. А теперь, пожалуйста, в группах составьте обобщающее суждение, которое вот будет обобщать все смыслы этого текста, который вы сейчас вскрыли. Нет, я вас понимаю. Вот, мне там пишут. Вопрос. Вот этот вопрос, в чем мораль, он является исследовательским сам по себе? Он является скорее обобщающим все исследовательские вопросы. То есть он не обобщающим продуктом. Он не исследовательский. В принципе, он исследовательский, но самый последний. Хорошо. Нельзя вначале почему задавать. ни разу он не возникал? Почему тогда он ни разу не возникал, если он исследовательский? Наверное, в силу наших особенностей как педагогов, все равно такой вопрос, в принципе, оставляем всегда в конце и используем его как вот некую рефлексию, может быть, некий итог по данному произведению. Мы не привыкли его задавать как один из рядовых вопросов. Хорошо. И последний вопрос. Какой самый неожиданный светский вопрос был задан по этому видео? По видео? Да, по видео какой вы По видео. Какой самый неожиданный исследовательский вопрос? Сейчас надо с этим видео, потому что я не работала пока. Я работала с ним в прежней школе. В любом месте, тут не важно, где то вы есть, работали. Наверное, в общем-то, неожиданных вопросов я по этому видео не помню. То есть все прогнозируемые... В общем-то, вопросы вот эти вот все, они прогнозируемые. И почему? Потому что вот это как раз видео, оно и нацелено на тех детей, которые только начали задавать исследовательские вопросы. Здесь ярко видно, какие зоны проблемные и непонятные, и куда вопрос задавать. Вот потом уже можно углублять работу с видеотекстом и брать тексты более насыщенные смыслами. А вот здесь и сейчас, на этапе обучения, это пока должен быть понятный для ребенка текст. Он испытывает ситуацию успеха, он понимает, что он правильно задает вопрос, задает как надо, и все в порядке с ответами. Дело в том, что и текст, и видео, они были, как бы сказать, закрытые такие, то есть там все было понятно. Да, конечно. Использовали вы тексты, где не сразу все понятно? Конечно. Либо вы останавливаете на видео, потому что так не делаете. Мы используем тексты не сразу. Да? Конечно, конечно. Просто не на этом этапе, не на этапе обучения, а уже даже на этапе каких-то метапредметных соревнований. С детьми, которые не 1 год занимаются этим, мы уже готовы, в общем-то, идти дальше. Вот, да, вопрос. Спасибо за мастер-класс. Обратили ли внимание, что у вас в фокус-группах очень активно работали учитель начальных классов и учитель-филолог? Остались в стороне, немного в стороне учителя математики, учитель технологий. Как учитываете в преподавании, в использовании этого приема специфику мышления детей? На самом деле, спасибо за вопросы. На самом деле они не остались в стороне. Они просто начали отвечать чуть позже, потому что материал им показался сначала вроде как филологическим именно, да, и тут учителя начальной школы и филологи, они начали солировать. А вот потом уже подключились и математики, да, и вот участница, которая вот здесь сидела, она под конец разговорилась, да, то есть это просто, если честно, вопрос стереотипов. Это у нас с вами, дорогие коллеги, стереотипы. Не существует вот в этом тексте филологов, математиков, историков и так далее. Да? Есть просто люди, которые ищут правду. И когда участники мастер-класса это поняли, они все в итоге под конец раскрылись. Я учитываю именно вот таким образом. То есть я стараюсь, вне зависимости от того, какие у меня на уроке дети или на внеурочном мероприятии, взять такой текст, который должен, скажем так, интересы всех детей как-то затронуть. Чтобы их это задело всех. Скажите, пожалуйста, как ваши дети объясняют или аргументируют себе, друг другу, вам, что они задали исследовательский вопрос? Могут ли они это доказать?
Могут они знать, что исследовательский или неисследовательский вопрос, это доказывается в первую очередь ответом. Вот по критериям проходит. Вопрос к тексту. Текстом я могу ответ доказать. Этот ответ добавляет что-то к характеристике персонажа, к основной идее произведения или еще к чему-то, на что он направлен. Раз это произошло, появился какой-то новый смысл, какой-то новый маленький анализ кусочка текста, значит, вопрос исследовательский. Если этого не произошло, вопрос не был исследовательским. Вот, например, взять в этом же видеотексте. Почему вначале герой не может сосредоточиться? Ответ: ему мешает муха. Теоретически вопрос как будто бы выглядит как исследовательский, да? Но ответ вскрывает, что исследования-то не было. Было просто обращение к содержанию текста. И получился ответ по содержанию текста. Тогда вот такой вопрос. Удалось ли вам, измерить, исследовать и доказать аргументированно, на основе, каких-то замеров, что дети, насколько они овладели умением задавать исследовательский вопрос? Я подозреваю, что эти дети будут тоже дифференцированы. Конечно. По уровню. И вот что это могут быть за уровни, какие типичные затруднения они в этой связи испытывают в разных мыслительных операциях? Ну вот типичные затруднения, я немножечко о них уже сегодня сказала, это связано только с тем, что если дети не читающие, они будут испытывать затруднения с текстом. Вот педагог должен искать какие-то способы, средства их поддержать. Ну и существуют, конечно, разноуровневые диагностические материалы. Я о результативности как раз и спрашиваю. Вот через диагностические материалы и проверяется эта результативность. Что мы ребенка формируем, то мы и проверяем. Если я в данном 5-6 классе формирую у детей умение отвечать на исследовательские вопросы, значит, они получат работу, в которой они должны будут ответить на эти исследовательские вопросы, и я оценю по баллам, соответственно. Если они уже порождают вопросы, значит, они получат текст и задания на порождение вопросов. И я оценю по баллам точно так же в данной диагностике, насколько хорошо они их задают. Генерируют, проще говоря. Ну, как работает методика, понятно, но про результативность вы не сказали. Ну, конечно же, дети справляются. Конечно, я вижу, что у них растет уровень. Они справляются с вопросами. Они начинают их задавать уже всегда и везде. А методика на самом деле универсальная. Она подойдет и гуманитариям, она подойдет и математикам, и физикам. Вопросы к параграфу текста ребенок должен везде уметь для себя задавать, чтобы понять этот материал и вскрыть смысл любого, в общем-то, текста, абсолютно любого. Вот. И как я еще это вижу, кроме того, что они справляются, конечно же, с диагностикой, я вижу, что на уроке вот этих вот вопросов становится действительно очень много. Они вообще начинают много вопрошать. Это основная, в общем-то, моя такая вот задача, которой я добиваюсь. Я хочу вернуть им это вопрошание, которое в детстве у них было, 100 тысяч почему, а потом вдруг пропало. И они стали закрывать текст и оставлять в нем непонятные для себя места и не задавать вопросов. Спасибо, Елена Валерьевна, за мастер-класс. У меня еще один вопрос. Если на стадии интерпретации текста и смысла порождения ребенок высказывает смысл, который, на ваш взгляд, не соответствует тому, что он видел. Например, в данном ролике подросток мог интерпретировать, что герой проявил слабость, он понял, что ему с мухами не справиться, он решил просто замереть, а то, что он видел красивые картинки, это галлюцинации. Как вы будете поступать в этой ситуации? В этой ситуации, во-первых, существует обмен смыслопорождениями между другими детьми. Чаще всего, как правило, если ребенок выдвигает такие версии, такие смыслы, его корректирует уже группа, в которой он находится. Они делятся с ним своими смыслами. Они начинают ему доказывать это с помощью текста. Говорить, а почему тогда вот здесь вот такая вот красивая, хорошая музыка? Почему тогда в конце он, вернувшись уже в реальную обратно жизнь, скажем так, обратно в свою комнату самурая, он уже не видит этих мух, он сидит уже абсолютно спокойный. Посмотри на состояние героя. Если это не происходит в группе, тогда я начинаю просить ребенка доказать это именно текстом. Именно текстом. Где ты это увидел, что это галлюцинации, например, Где ты это увидел?
Вот, где ты вот это вот нашел, как ты вот это можешь доказать. И мы в итоге приходим к тому, что текстом это не докажешь, а это просто, это, кстати, довольно-таки часто происходит, вы правы, ребенок что-то где-то вот, у него какой-то свой собственный контекст, с которым он заходит. В этой связи правильно ли я поняла, что вы все-таки сами знаете смысл, и вы приводите всех детей к определенному одному смыслу через доказывание там, в группе, индивидуально? Иногда смысл рождается на уроке. Я, конечно, стараюсь работать с текстом и охватить как можно большее количество смыслов. Но если смысл приходит на уроке, и ребенок в состоянии его объяснить текстом, этот смысл безоговорочно принимается. Ну вот и завершить эту составляющую, да, потому что тогда получается несколько противоречий, да, позиции Льва Семеновича Выгодского, да, связанную с тем, что последействие искусства на каждую личность, оно непредсказуемо. Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо, Елена Валерьевна. Мы благодарим вас за мастер-класс. Пожалуйста, проходите в аудиторию. Ну, а, уважаемые участники, мы продолжаем конкурсное испытание мастер-класс. И сейчас свой мастер-класс с нами проведет Юлия Михайловна Кашкина. Добрый всем день. Не слышно? Нет? Добрый день. Теперь? Добрый день. Меня зовут Юлия Михайловна. Я представляю свой мастер-класс, который называется так. Метод Лейтнера как прием эффективного запоминания информации. Мы с вами живем, это не секрет, в огромном потоке информации. И хотела бы спросить зал и присутствующих, как вы запоминаете информацию. И попросила бы троих желающих присоединиться к моей фокус-группе. Пожалуйста, кто желает ответить из зала, как вы запоминаете нужную вам информацию? Ага, используйте метод ассоциации. Еще какие варианты? Еще кто-то хочет поделиться? Фокус-группа, пожалуйста. Каждый из вас, пожалуйста, ответьте на вопрос, как вы запоминаете нужную вам информацию. Зубрите, хорошо, еще варианты. Угу. Лилия? Ага, здорово, хорошо, спасибо. Смотрите, цель моего мастер-класса – поделиться опытом применения метода Лейтнера как приема эффективного запоминания нужной информации. Задачу я поставила следующую. Вообще про метод Лейтнера, показать высоту в различных программах. Итак, смотрите, как вы запоминаете информацию. Знакомая картина, да? Мы лепим стикеры, на ноутбуке лепим стикеры, в общем-то, да? Такой способ тоже есть. Есть такая известная пословица «Repetitio est mater studiorum». Ну, думаю, она не нуждается в переводе. Все догадались, фокус-группа? Повторение – мать учения. Так вот, как раз метод Лейтнера, он и заключается, в принципе, в повторении. Итак, кто же такой вообще Себастьян Лейтнер? Это был немецкий ученый и журналист. И вот он основал такой метод, как повторение с помощью флеш-карточек. Что такое флеш-карточка? Посмотрите, флеш с английского языка значит вспышка, блеск, проблеск. Вот, смотрите, пожалуйста, сюда. Это обычные картинки, как вы видите, да, использую их уже второй раз. Посмотрите, на обратной стороне слово «перевод», в общем-то, да? A dog. Ага. Любые такие картинки мы можем использовать как флеш-карточки. Да? Это обычный такой, ну, я не боюсь повторить, это дедовский способ, да, наверное, использования таких карточек. Этот способ возник в 70-е годы 20 века, и этот способ был опубликован, так скажем, в его книге «Как научиться учиться». Таким образом, я еще раз повторяю, этот метод интервальных повторений. Смотрите, что такое флеш-карточка? Сможете ли вы теперь объяснить своими словами, как вы понимаете, что такое флеш-карточка? Я уже показала. Это может быть иллюстрация с текстом. Еще что может быть на этих флеш-карточках? Да, это может быть какой-то образ, например, картинка, да, что сразу цепляет глаз. Что еще? А может это быть, например, какая-то дата и событие, допустим, формула и объяснение. Может такое быть? Да, конечно, может быть, да. Смотрите, второй вариант той же самой карточки – это карточка Сорбонка. Сорбонна, всем известный университет во Франции, вы знаете, да. И есть такая легенда или история, что студенты должны были за одну ночь изучить китайский язык. Так вот, считается, что именно метод карточек помог им освоить какие-то правила, поэтому назвали с тех пор карточка Сорбонка. Смотрите, пожалуйста, метод Лейтнера основан на следующем. Представьте себе 3 коробки. Вот они у вас перед глазами, пожалуйста, разложите их перед собой.
Итак, первая коробка обозначает «я не знаю, не помню материал». Вторая коробка, допустим, более-менее знаю, но сомневаюсь в своих знаниях. Третья коробка обозначает, что я наконец-то запомнил, все знаю. Посмотрите, пожалуйста, на ваши столы. У вас здесь есть задание, пожалуйста, возьмите. И сейчас я им тоже раздам задание. Пожалуйста, уважаемые жюри, тоже можете потренировать свою память. Пожалуйста, раздайте. Пожалуйста, возьмите и пользуйтесь ручками. Пожалуйста, подумайте над этими словами. Итак, вам дается какое-то время. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы знаете это слово или понятие, знаете эту дату и прочее. Да? Если вы не знаете, поставьте себе знак вопроса. Да, еще раз повторяю. Да, заодно с вами повторим материал. Ну, не только школьный здесь, конечно, материал. Я старалась все-таки что-то более интересное, да, чтобы вы немножко задумались. Ага. Смотрите, пожалуйста, еще раз на коробке обратите внимание. Если вы не знаете материал, вы повторяете, например, каждый день эту информацию. Если вы знаете более-менее, например, через день. А если вы уже запомнили, можно вернуться к этому материалу, например, через неделю. Итак, возникли у вас трудности, какие-то вопросы? Все ли вы знаете? Не все. Да, это, конечно же, бывает так, что из разных областей мы информацию часто не знаем. Итак, сейчас возьмите, пожалуйста, конвертики, там есть карточки. Подберите подходящие, кто-то с датами работает, кто-то с английским языком. Ага, в зале тоже есть такие карточки, да, вы можете потом рядом написать, что же это значит. Угу. Сейчас я вам предлагаю в группе написать на этих карточках, что вы знаете, а потом уже свериться с образцом, что же все-таки это за понятия или слова. Чуть позже, хорошо, через минутку. Напишите пока то, что вы знаете. А пока я... Дальше. Смотрите, пожалуйста, типы флеш-карточек, они очень разные, да? Как я уже говорила, они могут быть изготавливаться самостоятельно, как сейчас делает наша фокус-группа. Есть печатные, готовые, продаются в разных магазинах, можно тоже их купить. Ну и сейчас набирают популярность так называемые электронные приложения. Если вы видите, да, на экране первое мобильное приложение подобное возникло в 1985 году, более 30 лет назад. Знаете, тоже идея, в принципе, не нова. Как сказал Шекспир, экономичная мудрость бытия, все новое шьется из старья. Да? Смотрите, пожалуйста, я как учитель работала с следующими программами. Это Quizlet, Learning Apps и WordWall. Quizlet, вот эта программа мне стала известна после того, как я присутствовала на методическом объединении учителей иностранного языка. Вторая программа, ее мне посоветовал мой коллега, а вот третью программу я начала изучать только когда готовилась к конкурсному уроку. Да, случайно искала материалы, наткнулась на эту хорошую программу. Смотрите, пожалуйста, одним из моих уроков было, вот, например, создание по теме «Поездка в Лондон». Да, здесь нужно было определить название, достопримечательность с их понятиями, да, в общем-то. Смотрите, вот, например, можно было так, да, составить понятие с картинкой соотнести, или дни недели, допустим, да. Как же создать упражнение? В принципе, задание здесь составлять очень просто. Вот, например, тема «Найди пару». Да, вы просто называете свое упражнение, допустим, «Соединить даты». Да, дату и событие. Набираете, первая карточка, это у вас, собственно, дата и событие. Да, и получается вот, в принципе, карточка у вас. Следующая работа это в программе Quizlet. Например, можно составить столицы мира. Да, Россия, ну и Москва, например. Да. Смотрите, пожалуйста, здесь у нас есть разные формы работы. Вы можете непосредственно с карточками работать. Режим заучивания, можно потренировать письмо, эти слов, правописание, сделать тест, метод подбора потренировать. И есть такая даже игра, гравитация называется. Да, можете тоже потренироваться. Я сейчас вам раздаю QR-коды. Вы можете, если есть у вас телефоны, пожалуйста, просканируйте эти QR-коды, можете прямо посмотреть, найти свой предмет. Это универсальный метод. Так, ну мы, наверное, возвратимся к нашей фокус-группе. Итак, пожалуйста, я вам раздаю сейчас ключи. Итак, Анна, да, пожалуйста, скажите, сколько слов вы не знаете? Ага. Угу. Вот если бы вы распределяли, например, я точно знаю, в какую коробочку вы положили, сколько слов, значит, я точно знаю?
3 слова. Сомневаюсь, например. 2 слова. Совсем не знаю. 1 слово. Так, вы, пожалуйста, Анастасия. Ну, нет, не должно. Я не в этом цель свою ставила, просто чтобы вы немножко подумали и все-таки что-то запомнили. Я сомневаюсь. 1 и 4, я нет. Хорошо, значит, мой мастер-класс поможет вам что-то вспомнить, да, школьную программу. Хорошо, пожалуйста, Лилия. Хорошо, а как обстоит с залом? Пожалуйста, признайтесь, знаете ли вы следующие понятия или слова? Были проблемы, что вы что-то не знаете? Пожалуйста, поднимите руку и хотя бы скажите. Хорошо. Вот смотрите, в английском языке это ложные друзья переводчика. Вроде слово понятное, да, для всех, но на самом деле имеет другой смысл. Сейчас, пожалуйста, фокус-группа. Возьмите, пожалуйста, вот эти вот подсказки, да, и сравните, пожалуйста, с вашими вариантами. Пожалуйста. Так. Я предлагаю вам посмотреть видео, как работают наши учащиеся в этих программах. Вот, например, в программе Quizlet. Да, этот урок был посвящен теме «Встреча на Эльбе». Посмотрите, как ребенок работает. Тренировать слова. Картинки здесь уже готовы есть, можете выбрать сами. Здесь тест ребенок выполняет. И еще бы хотела показать вам еще одно видео. Так, пожалуйста. Второе видео – это в программе Learning Apps. Посмотрите, пожалуйста, это универсальная программа. Здесь можно найти любой предмет, любое упражнение, даже в поиске вбить и найти. Посмотрите, пожалуйста, английский, любой класс, любой предмет, в общем-то, да? Если вы сканируете штрих-код, пожалуйста, посмотрите, там тоже есть разные, да? В общем-то, удобная программа. Так, хорошо. Я на своем уроке использовала вот эту программу WordWall. Да? Вот посмотрите, она тоже универсальная. Если вбиваете в поиск разные предметы, выходят разные, в общем-то, упражнения. Плюсы этого приема, посмотрите, пожалуйста, то, что я говорила, карточки, они подходят для визуалов, для кинестетиков, потому что мы все-таки движениями запоминаем все-таки тоже информацию. Данные программы имеют опцию озвучивания слов, да, то есть здесь можно потренировать предложения, развивать речь, речевую культуру. Это универсальный способ обучения, для всех предметов он пригоден. Это эффективный инструмент поддержки образовательного процесса, в общем-то, да, дети любят в телефонах играть, но это можно даже в любой момент повторить эти слова. Ну и, в принципе, чисто его, конечно, использовать нельзя, только этот метод, да, его нужно сочетать с другими методами обучения. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Так. Спасибо, Юлия Михайловна. Уважаемые участники, мы благодарим вас. Фокус-группу просим тоже пройти в зал. Уважаемые члены жюри, у вас есть возможность задать вопросы. Вопрос? Нет, вопросы мы сейчас зададим обязательно. Кто-то хочет? Ага. Итак, смотрите, мы говорим, в общем-то, о запоминании и так далее. Да. Мы говорим о том, что этот процесс, как правило, выстраивается с учетом возрастных особенностей, психологических особенностей, даже закономерностей развития памяти и так далее. Вот в целом наступает определенный момент, когда происходит интеллектуализация очень многих психических функций, в том числе и памяти как таковой. Говоря, собственно, о приемах запоминания, потому что, может показаться, что мы просто-напросто создаем условия для того, чтобы, ребенок мог иметь возможность запоминать, да, так скажем, большой объем информации, что нам очень, конечно же, важно, когда мы говорим об освоении наук, дисциплин и так далее. Вот в вашей практике скажите, пожалуйста, какие, по вашему мнению, приемы запоминания, да, может быть, связанные с, так скажем, с интеллектуальными в большей степени приемами, наиболее эффективны, например, при освоении иностранного языка? Какие бы вы приемы порекомендовали, например, для учителей, которые реализуют физико-математические дисциплины, естественно, научные? Пожалуйста.
В английском языке есть и традиционный, я тоже не отступаю от этого приема при введении словаря, да, например, по английскому языку детям некоторым удобно записывать слово, перевод и ту же самую транскрипцию, например, да, или схемы составляем, таблицы заполняем, допустим, да, допустим, это тоже универсальный способ запоминания информации. Что-то уточните? Нет. Я попросил еще вас уточнить относительно других предметов. Что бы вы порекомендовали, как специалист, занимающийся проблемами запоминания? В общем-то, если вы помните, на мастерской был дневник, да, допустим, ребенок что-то должен повторить, что он уже повторил. Или... Для каких-то предметов. И какого рода это дневник? Может быть, рефлексивный и так далее. Либо это просто дневник с записями и прочее. Я думаю, дневник может быть как и творческая тоже работа. Ребенок может заполнять его по своему усмотрению, строить таблицы, облако слов, опять же. Это как ему будет, наверное, удобно. Это универсальный, мне кажется, способ и подойдет для любого предмета и для любого класса. Спасибо. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как ребята вообще реагируют на предлагаемые вами способы запоминания? Что может быть им более интересно, так скажем, да, или какой способ они чаще всего используют? Обучаете ли вы их этому? То есть разъясняете, объясняете, как это можно использовать? Разные, но больше, наверное, сейчас дети все-таки интерактивные предпочитают. Такое поколение у нас, наверное, но все-таки... Тогда это получается в большей степени ассоциации, по смежности, по сходству и так далее. А другие интеллектуальные... Уроки я использую, например, схемы предложений. Дети это действительно хорошо запоминают, как строить предложения, и я это часто использую на своих уроках. Можно ли сказать, что, допустим, в старших классах, да, вот данная система должна претерпеть какие-то изменения? Я имею в виду в сочетании приемов и так далее. Если да, то как, по вашему мнению? Было сказано, что старшие классы, они больше логически учатся мыслить, да, может быть, упражнение именно на построение логических рассуждений будет, да, вот развивать здесь логику надо и абстрактное мышление, может быть, да, уже в какой-то степени. И, наверное, главное условие – это систематичность и наличие возможностей, да, в данном случае? Да, в любой момент можно повторять, в принципе, материал, и, например, в школьном автобусе, когда ты едешь, или, например, на переменке сел и повторил эти карточки, полистал, например, да, на ВПР, что мне нужно повторить, что я забыл, например, да, и какое время мне надо, какой интервал, например, через день, я это повторю через неделю и через месяц. И вот как раз по этому поводу, потому что если мы говорим о запоминании, то, собственно, частота повторений и так далее, определенная методика, она тоже важна. Как вы учите этому детей? Наверное, каждая тема, тема взаимосвязана предметом по содержанию, да, наверное, и все-таки какой-то круговорот идет, да, изучая что-то новое, мы возвращаемся к старому и, соответственно, повторяем старый материал. Есть определенные, допустим, извините, что я так много вопросов задаю, уважаемые члены жюри, если есть, конечно, я передам. Известны ли вам какие-то эффекты, которые можно, например, использовать, которые действительно будут удерживать интерес и внимание к последующему содержанию? Что-то вы такое используете? Например, есть эффект Zeigarnik, когда незаконченное действие, по сути, заставляет при интересе к содержанию, например, да, сохранять этот интерес, например, до следующего урока. А можно пример приведу? Допустим, мы изучали текст по теме Байкал, и я задала детям вопрос в домашнем задании, а знаете ли вы, почему называется Байкал? То есть вы обращаетесь непосредственно к дополнительным источникам, которые могут быть... Да, и дети таким образом заинтересуются, наверное, и запомнят лучше, да, почему именно. Спасибо, Юлия Михайловна. Уважаемые члены жюри, есть ли вопросы? Спасибо. Мы вас благодарим. Пожалуйста, проходите в зал. А у нас на столе появились очень дорогие продукты. Сахар, да? Самая ценная, да, бумага на рынке. На каком? На рынке ценных бумаг это бумага А4, да? Это так, извините, отвлечение. Все ли готово? Почти. Нужно ли вы? Итак, пожалуйста, фокус-группа. 4 человека. 2 человека, пожалуйста, присаживайтесь слева. И 2 человека, пожалуйста, присаживайтесь справа. Вот сюда. Присаживайтесь. Сейчас.
есть чем писать. Так, не знаю, может быть, это не мешает обзору? Можете пока убрать? Мешает, да? Итак, все готово, да? Пожалуйста, возьмите микрофон. Итак, еще раз добрый день. Мастер-класс проводит Ануфриев Денис Григорьевич. Здравствуйте еще раз. И сейчас вы, скорее всего, испытаете чувство дежавю, да? Меня зовут Денис Григорьевич Ануфриев. И как вы думаете, какой самый частый вопрос мы слышим учителя математики на своем уроке? Для чего мне эти проценты? Зачем мне эти синусы и косинусы? Ну где мне в жизни пригодятся эти логарифмы? И действительно, а ведь математика сопровождает нас повсюду. При этом после 1500 уроков наши учащиеся не всегда могут применить царицу наук для решения жизненных задач. Наверное, поэтому становятся вирусными подобные видео. Сумма какая? 1500, 478, а вы выиграли 550. Меньше. А персонаж Василия Перестукина с его 1,5 зенькопами актуален и сейчас. До сих пор мы встречаем прототипы продавщиц из анекдотов советских времен. 40 плюс 40 – руб 40. Спички брали? Нет, не брали. 2,40. Надо было брать. А если говорить о численном выражении этой проблемы, то стоит обратиться к результатам международного исследования ПИЗа, по которым видно, что наша страна занимает отнюдь не лидирующие позиции. При этом российские математические школы известны и авторитетны во всем мире. Решение данной проблемы, как я уже говорил, низкого уровня математической грамотности я вижу через решение системного использования практики активных задач на уроках математики. Так. Перед вами две задачи. Давайте я озвучу. Перед отъездом на конкурс «Учитель года 2022» из Сосногорска Сыктывкар я полностью заправил автомобиль, залив в бак 20 литров бензина. Доеду ли я до Сыктывкара без дополнительной заправки, если расстояние от Сосногорска до Сыктывкара равно 260 километров, а расход бензина 8 литров на 100 километров? И вторая задача. Из пункта А в пункт Б выехал автомобиль со скоростью км в час. Сколько он будет находиться в пути, если расстояние между городами 240 километров? Скажите, пожалуйста, какая из этих задач практикоориентированная? Да, наверное, первая. Хорошо. И как вы это определили? То есть по каким критериям? Так, во-первых, это наличие какой-то жизненной ситуации, да? Хорошо, а еще что можно? Конкретно, да, то есть даже возможность перевода условий на язык математики. И к тому же еще внимание даже на текст, количество, да? То есть у нас здесь явно видны избыточные данные. И еще, самое главное, надо помочь. То есть у нас проблемного вопроса, да? То есть у нас стоит вопрос, так, доеду ли я? Да? Не нужно посчитать. Вот мне, допустим, какой-нибудь Вася скажет, а зачем мне считать, сколько он будет ехать? Мне это неинтересно, я доеду и приеду. А здесь у нас вопрос реальный, проблемный. Доеду ли я? Итак, проблемный вопрос сталкивает нас с трудностями, которые мы можем преодолеть. Мы не можем преодолеть, так как у нас не хватает либо опыта, либо знаний. Сейчас перед вами будут 4 вопроса, и вам надо вот определить, какие из них являются проблемными. Вопрос первый. Это не является проблемным вопросом? Да, то есть для его решения необходимо знание чего? Ну, например, какие знания можем использовать для решения этого проблемного вопроса? Стоимость, еще. Масштаб, площадь, да. То есть, опять же, для решения этого проблемного вопроса необходимо
следующие данные. Так, следующий вопрос. Нет, это не проблемный вопрос, да. То есть мы можем это посчитать. Следующее. Это проблемный вопрос? Да. Для его решения что необходимо знать? Расстояние, скорость, форму нахождения пути, да? Хорошо. И последнее. Какой класс самый спортивный? Это является проблемным вопросом? По вашему мнению, это не проблемный вопрос, да? Это проблемный вопрос. Хорошо. Что необходимо знать для того, чтобы ответить на этот вопрос? Состав. Хорошо. То есть какие знания нам необходимы с точки зрения математики? Количество, да. То есть можно даже подогнать по тему процента, да? То есть мы можем сравнить проценты, да, какие результаты. Хорошо. Как я уже сказал, так, рано. Это был спойлер. Как я сказал, я использую свои собственные практико-ориентированные задачи. Но наиболее эффективным считаю научить ребят самим создавать такого рода задачи. Я предлагаю вам в фокус-группе сейчас составить такие практико-ориентированные задачи. У вас есть жизненная ситуация, она у вас на столе, да? То есть у вас жизненная ситуация, да. Что это для вас? Можно использовать избыточные данные, и у вас есть на листочке вот здесь вот математическое действие, и вы должны составить задачу под это математическое действие. Так, у вас есть вот здесь, так, вот эти данные используемся. Так, у вас есть, так, еще кое-что вам забыл отдать, секундочку. Здесь у вас нет лишнего листочка? Так, у меня, наверное, кто-то что-то вытянул. Да. Верните, пожалуйста. Нет, когда вы взяли стопку, там, скорее всего, что-то попало к вам. Да. Там была распечатка такая. Вот стопочка вот этого была. Да, вот таких вот, пожалуйста. Это чистый листочек. Спасибо, да. Пожалуйста, вот пропажа наша. Вот вам здесь. Так, чтобы мы с вами не скучали, сейчас мы с вами, так сказать, посмотрим, где нам может примениться математика. Так, хорошо. Ну, вы уже все прекрасно видели этот слайд, давайте его поставим. И у нас следующая ситуация. Недавно у нас был замечательный весенний праздник, как 8 марта, да? И на этот праздник принято что? Дарить? Вы не отвлекайтесь. Дарить цветы. Вот. И поскольку у нас коллектив, мужчин там довольно-таки немного, а женщин у нас 5 молодых коллег и еще 6 более молодых коллег, в общем, сколько получается? 11, да? То есть нам необходимо было приобрести букет для 11 коллег, для 11 женщин. И мы собрали сумму 7 тысяч рублей. И стоит вопрос, меня как самого молодого и свободного отправили приобрести букет, и я увидел, что есть такой замечательный букет. И стоит вопрос, хватит ли мне денег, чтобы купить 11 таких букетов? Ну, а как это сделать? Как это проверить? Хорошо, то есть, а какое математическое действие, что мы делаем? Как раз 10 класс знает. Хорошо, то есть мы 630 умножаем на 11. А как это сделать легко и быстро? Хорошо, правильно, у нас школьники знают. Так, мы складываем 6 плюс 3, это получается 9, да? Дальше что мы делаем? 6, 3 мы оставляем по краям. И нолик. То есть получается, стоимость 11 букетов будет составлять 6930 рублей. То есть при умножении на 11 мы можем воспользоваться таким интересным свойством. То есть мы в центр записываем сумму двух цифр, пишем их по краям, и если ноль, да, то мы его записываем туда. И так легко посчитать. Теперь, пожалуйста, у меня был выбор. Следующее. Скажите, пожалуйста, сколько мне будет стоить такой букет и такой? 11 букетов. Пардон.
Сколько будет стоить 11 таких букетов? Так, левый букет сколько? 2970, правый 3740, совершенно правильно. И зная вот такие вот, скажем, тонкости математики, то есть такие интересные свойства, можно легко посчитать те или иные действия. Ну, вы закончили? Это все, да? Хорошо. Раз они закончили, то мы сейчас с вами заодно обсудим правило 72. Так. Правило 72. Кто-нибудь знает, что это за правило? Нет, да? Замечательно, еще лучше. В общем, у меня есть деньги. Да, звучит сильно. Я могу их положить в какой-нибудь сберегательный банк, да, или на счет, под какие-нибудь проценты. И, ну, допустим, возьмем какую-нибудь произвольную сумму, там, 30 тысяч рублей мне подсказывают здесь. Так, нолик, так. Ну и давайте возьмем какой-нибудь процент. Сколько, под какие проценты будем класть деньги? Нет, такие не бывает. Вы что, какие проценты у нас? 6%. 6% годовых. Через сколько лет сумма на счету станет в 2 раза больше, то есть 60 тысяч рублей? О, нет, все намного проще. Ну, как бы здесь такая вот подсказка есть. Можно 72 разделить на 6, и я найду количество лет, через сколько мой счет. Да, то есть, совершенно правильно, 72 делим на 6. Так, ну ладно, это будет 12. Да, привык работать с этим классом. Получается, через 12 лет сумма моего вклада увеличится в 2 раза. Кроме правила 72, у меня еще есть правило 115. Как вы думаете, о чем оно? Теперь же мы будем ждать, когда моя сумма денег утроится. То есть правило 72 скажет, когда сумма на счету увеличится в 2 раза, да, а 115 в 3 раза. Для этого мы это число делим на количество процентов. Довольно-таки удобно пользоваться, да. Так, фокус-группы вы готовы? Хорошо, ну давайте озвучим ваши задачи. Кто начнет? Вот, командир. Значит, у нас представляем себе задачу, вот наши действия. Дополнительное условие, плюс 10% кэшбэк. И задачу мы получили следующую. К празднику 8 марта мы решили купить в подарок маме кружку. Стоимость кружки 250 рублей. В магазине действует кэшбэк плюс 10%. Хватит ли нам 250 рублей, чтобы купить кружку и бутылку воды за 23 рубля? Так, какой у нас проблемный вопрос? Хорошо, замечательно. Вторая фокус-группа. Не, какая получилась? Это ваш первый опыт? Тоже у нас к 8 марта мама пекла торт. Какое у вас было математическое действие? Точно такое же. Точно такое же. Точно такое же. Я дал специально 2 фокус-группам одинаковое математическое действие, чтобы показать, что они могут задать разные задачи. Маме нужна была пшеничная мука. В стакане 250 миллилитров муки. Сколько чайных ложек ей необходимо будет положить в тесто? И сколько? 25. Потому что в одной чайной ложке 10 грамм. Хорошо, спасибо большое. И какой у вас был проблемный вопрос? Скажите, пожалуйста. Сколько миллилитров будет в столовой? Ложку отмерить нужное количество муки. Ну, это немножко такой. А как можно было сделать ее более красивой? То есть, чтобы была проблема. Что вы сказали вначале? Мама? Вы сможете купить муку? Хорошо. Смотрите, поначалу, да, довольно-таки может быть проблематично создать именно такой интересный проблемный вопрос, да. Чаще всего у нас есть какие-то шаблоны, что ли, по которым мы работаем, но в целом обе фокус-группы справились, и для первого раза у них получилось довольно-таки хорошо. Спасибо большое. Так, но я еще не закончил. Так, итак, смотрите, значит, умение выполнять одно и то же математическое действие поможет и торт испечь, и деньги сэкономить. И составление...
И задачи на составление практико-ориентированных задач можно и нужно применять не только на уроках математики, но и физики, химии и так далее. Также наши учащиеся смогут решать жизненные задачи успешно, ведь, как гласит девиз ПИЗа, знания для жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Денис Григорьевич. Спасибо нашим уважаемым фокус-группам. Пожалуйста, проходите в зал. Угу. Осторожно. Угу. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Да, сейчас Елена Юрьевна. Денис Григорьевич, спасибо за мастер-класс. Такой вопрос. Многие дети не видят необходимости в использовании таких математических приемов, ведь под рукой всегда калькулятор. Как замотивировать их в изучении вот таких вот приемов? Может быть, стоит их поставить в ситуацию, когда у них не будет калькуляторов или сядет телефон, к примеру? Паника. Ну вот, да, потому что современные дети без телефона, опять паника, ничего не могут сделать. Поэтому может стоить их поставить в такую ситуацию, не знаю, там, пойти на экскурсию в лес на неделю. И потом в конце попросить их решить такую задачу. Спасибо. Денис Григорьевич, я по поводу работы групп. В одной из групп получилась более понятная задача, которую мы сразу поняли. Мы не видели, какие арифметические действия там были, математические действия на листочках, но тем не менее поняли, да. Оно простейшее, это деление. То есть там 250 разделить на 10. Во второй группе не сразу поняли, какую задачу они составили. Такое бывает с ребятами в классе. Не все сразу, может быть, составляют задачи так, как вы бы хотели. Есть ли у вас какие-то этапы для формирования умений такие задачи составлять? Естественно. У нас же есть этапы, то есть мы можем для начала составить какую-нибудь фабулу, то есть какой-то сюжет, да, и по этому сюжету уже дальше продвигаться, и чтобы оно, опять же, соответствовало нашему математическому действию, то есть оно не было оторванным от жизни, и дальше мы ставим уже проблемный вопрос, и в итоге выходим на вот эту задачу. То есть постепенно. Когда вы даете такое задание детям, вы даете им какую-то инструкцию, либо алгоритм составления практикоориентированной задачи? Естественно. Но опять же, это может зависеть от того, в первый раз сталкиваются это дети с созданием таких задач или нет. Но поначалу они это делают, во-первых, под моим руководством. То есть мы с ними проходим все этапы. В дальнейшем я отстраняюсь от этого действия, и у них уже это происходит самостоятельно, по накатанной. Что бы вы могли исправить в работе второй группы для того, чтобы задача была понятна? Так, второй группы. Так, ну, у них для первого раза, в принципе, получилось неплохо, но я бы, возможно, указал то, что это, ну, у них было на столе такая бумажка, на которой указано, что это у нас рецепт торта, да, то есть я мог указать внимание то, что они создают торт, или это кто-то делает, и, может быть, намекнуть, что в проблемном вопросе, допустим, должен быть вопрос, хватит ли, сможет ли, чтобы они уже, опираясь на это, сделали именно такую задачу с таким вот проблемным вопросом, то есть подсказать им. То есть, получается, эта группа сама создала для вас проблемную ситуацию? Ну, по сути, да. Да. Пожалуйста, еще вопрос. Денис Григорьевич, у меня вопрос такой. Я так понял, что вы в вашем рассказе говорили, что вы перешли с системы профессионального образования, да? Да. И, наверное, вот эти профессионально ориентированные задачи вы как-то так, ну, перевели эту методику, потому что там тоже используется эта система. А вопрос такого плана. Я так понял, что вы создаете эти задачи с учениками в том числе, сами с учениками. А вообще большой у вас банк сейчас вот сформирован таких задач? Ну, этот банк заданий я уже выкладывал на сайте, он у меня есть. То есть, я как сказал, он не пополняется.
То есть, поскольку, я говорил уже, я второй год работаю в этом направлении, получается, по мере того, как я вместе с учениками иду, продвигаюсь, я и в процессе заполняю, создаю этот банк заданий. То есть у вас используются и готовые задания, и бывают ситуативные? Конечно, не нужно придумать велосипед, если он уже есть, поэтому я смотрел, очень много есть интересные практико-континуальные задачи и задания, которые можно использовать, можно даже взять их и немножко видоизменить. Потому что, например, я даже встречал банк заданий, которые громко назывались практикоориентированные, но были просто задачи, обычные школьные задачи, но они назывались практикоориентированные. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? Благодарю вас, Денис Григорьевич. Можно поаплодировать за ваш мастер-класс. Мы немножко ваш антураж на этих столиках пока оставим. Да, вот там, может быть, понадобится что-то убрать. Сколько человек? Коллеги, 4 помощника для меня. 4 помощника, 4 человека фокус-группы. Угу. Пожалуйста, те, кто не принимал участие. Вот. Ну, еще. Так. И еще один человек. Пожалуйста. Угу. Итак, наше конкурсное испытание продолжается, и свой мастер-класс покажет Васильева Анастасия Викторовна. Анастасия Викторовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Здравствуйте, коллеги. Я вас сейчас не только поприветствовала, но и пожелала вам здоровья. Как учитель физики, мне хотелось бы начать с вопроса. Мне физика нужна? Прошу ответить в фокус-группу. Если да, прикрепите стикер сюда. Если нет, здесь. Если вы сомневаетесь, пожалуйста, можете попросить и за вас прикрепить, чтобы не двигаться. Угу. На самом деле меня очень радует, что здесь присутствуют люди, которые осознают значимость этого предмета. Но, к сожалению, дети, которые приходят ко мне в 7 классе впервые на урок физики, часто не знают, как нужна она им в жизни. Кто-то точно знает, что да, нужна, потому что они выбрали свою профессию, они знают, что они будут аналитиками, инженерами. Кто-то говорит, что физика им точно не пригодится, потому что они мечтают о большой сцене. Они хотят быть актерами, может быть, писать картины. А кто-то сомневается и не знает, как ответить, потому что еще не определился в своем жизненном пути. Мы отвечаем на этот вопрос, исходя из собственных убеждений и принципов. Да? Я, как учитель физики, должна донести до учеников осознанность их выбора. То есть, почему они должны изучать физику. В подтверждение своих слов я хотела бы привести высказывание известных людей. Великая поэзия нашего века – это физика с удивительным расцветом своих открытий. Так говорил французский писатель Эмиль Золя. Художники пишут живые картины. Они сами, того не подозревая, применяют физику в своих работах. Это высказывание Леонардо да Винчи. Математика – это служанка физики. Так говорил и считал универсальный человек Михаил Васильевич Ломоносов. Моя задача как учителя – открыть моим ученикам мир физики. И каким они его увидят, во многом зависит от меня. На мой взгляд, исследовательская технология – это ключ к успеху моих учеников. Физика – наука исследования, поэтому данная технология очень хорошо подходит для моих уроков. Перед нами основные этапы этой технологии. Первые 2 этапа, на первых 2 этапах возникает проблема, с которой сталкиваются мои ученики. Вообще возникновение проблемы на моих уроках – это вообще не проблема, так как основные вопросы – как и почему. Проблемная ситуация заставляет детей осознать недостаточность своих знаний и умений и наталкивает их на изучение и получение новых знаний.
Следующий этап – это формулирование цели исследования, и он вытекает из возникшей проблемы. То есть иногда сама проблема является темой урока. Выдвижение гипотезы, на мой взгляд, это самый интересный этап, потому что дети предлагают такие гипотезы, такие предположения, что мой конспект, который я подготовила, приходится иногда отложить в сторону. Урок идет совсем в другом направлении. И именно эта технология, она позволяет мне не сбиться с намеченного курса. Практическая работа позволяет проверить гипотезы, и на этапе выводов мы подтверждаем или опровергаем эти гипотезы. Учебное исследование – это деятельность, главная цель которой направлена на образовательный результат. Мне хочется, чтобы мои ученики видели в физике не сухие законы и формулы, а увидели красоту природы глазами науки. Ведь физика – это не только законы Ньютона, Фарадея, Эйнштейна. Это наука о природе в целом. В ее преподавании возможно ограничиться только естественными науками. Процесс формирования функциональной грамотности не может быть набором отдельных уроков или отдельных знаний. В основу организации функциональной грамотности лежит принцип поисковой учебной познавательной деятельности ученика, то есть принцип открытия им новых явлений, законов, методов исследования, способов применения этих знаний на практике. Ищи, открывай, применяй. И сегодня я хочу, чтобы вы, используя эти принципы, попробовали реализовать данную технологию. Попробуем? Все уже сегодня устали. Это последнее выступление на сегодня. Каждый из вас, скорее всего, задумывается об отпуске после этого конкурса. Да? Я предлагаю вам сегодня подумать об отпуске и решить, куда бы вы хотели отправиться. Каждый приближает лето по-своему. Кто-то считает дни, кто-то вычеркивает дни календаря, кто-то просто сидит и ждет, кто-то собирает чемодан. Василию Кузякину уже повезло, он уже отдыхает. А куда же отправимся мы с вами? Куда полетим, поплывем, поедем? Проблема? Да, конечно же, нет. Ведь столько у нас в мире мест, экзотических мест, куда мы можем отправиться. Предлагаю вам сейчас сделать выбор. Для этого у меня здесь есть карта. Возьмите, пожалуйста, стикер и вот выберите, пожалуйста, в какую страну, обозначенную флажком, вы отправитесь. Сориентируйтесь, карта аналогичная той, которая у нас здесь на экране. Возьмите стикер и прикрепите место. Итак, у нас есть море, Малакай, Бароу, Лумумбаши, Ларина, Канада, Сан-Луис. Ну, примерно. Да, примерно. Главное, запомните сами, куда вы забронировали свои места. Куда вы полетите, главная ваша задача. Все определились? Замечательно. Помогла ли вам в вашем выборе физика? Помогла? Ну, не стесняйтесь говорить. Вы какие-то выявления, законы использовали для выбора? Да, конечно, вы же забронировали места, значит, скоро полетите. Вам помогла, а вам? Так, география. Я считаю, что физика могла вам помочь в выборе. Если вы спросите, как, внимание на экран. 15 сентября 1648 года знаменитый французский математик Блез Паскаль провел опыт, доказывающий существование атмосферного давления. Точнее, сам опыт провел его взять, потому что Паскаль в это время передвигался на костылях. Итак, родственник великого ученого поднялся на гору Пью-де Дом с трубкой, заполненной жидким металлом. Трубка, с одной стороны, запаяна, с другой ртуть, разумеется, чувствует давление воздуха и на вершине горы. Столбик ртути поднялся на меньшее количество деления, чем у подножия. Ведь там толще земной атмосферы ровно на 1647 метров меньше. Такова была высота горы. Все этого единицу измерения давления в наших дипломах, конечно, тоже назвали Паскалем. И синоптики оперируют давлением именно в Паскале, точнее в гектопаскале. Миллиметр ртутного столба – это привычная, но устаревшая единица. Сила
с которой воздух давит на поверхность Земли, на все тела, которые нас окружают, называют давление воздуха или атмосферное давление. Давление снаружи человека и давление внутри уравновешивают друг друга. И мы с вами не ощущаем никаких плохих эмоций или здоровья, то есть у нас все хорошо. Но в каждом предмете есть свое «но». В русском языке это слова исключения. В математике это мнимые числа. А в физике это парадокс. Стоит атмосферному давлению уменьшиться или увеличиться, наше внутреннее давление тоже изменяется. И некоторые люди очень чувствительны к этим изменениям. Они называются метеозависимыми. Поэтому я сейчас вам предлагаю поработать с информацией. На ваших столах есть карточки с текстом. Ваша задача прочитать текст. Возьмите ручки, подчеркните информацию, которую вы должны занести в таблицу. Табличка у вас тоже есть. То есть вы должны выписать, как влияет повышенное давление либо пониженное давление на человека. Мы с вами тоже пока прочитаем эту информацию. Как влияет изменение атмосферного давления на нас с вами. У кого-то с повышенным давлением, у кого-то с пониженным. Я вижу, кто-то уже готов. С каким давлением вы работали? С пониженным. Так, кто-нибудь сделал с давлением повышенным информацию? Прошу вас, выходите ко мне. Давайте с вами проверим, что вы записали. Итак, что происходит с человеком при повышении давления? Кто еще работал с этой карточкой? Совпадает у вас? Проверяйте. Да, все замечательно. Запомните эти симптомы. Присаживаемся. Кто работал с карточкой давление пониженное? Давайте с места, чтобы вам было удобней. Так, проверяем. Все верно. То есть мы с вами можем сделать вывод, что атмосферное давление влияет на здоровье человека. Можем такой вывод сделать? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а теперь, не скажите, извините, опираясь на полученную информацию, ваша задача прослушать информацию о месте вашего отдыха. Вы помните, куда вы отправились? Помните свое название? На рабочих столах, на ноутбуках есть папка в самом центре, которая называется «Отпуск». Переживайте, наушники я предварительно продезинфицировала, то есть они, можно сказать, новые. Ваша задача прослушать информацию, не забывая про ту информацию, которую вы только что записали в свои таблички. Да? Вы пока прослушиваете. А уважаемые жюри, выберите, пожалуйста, тоже страну, про которую мы прослушаем информацию. Куда бы вы хотели отправиться? Вы же тоже, наверное, очень устали. Сейчас, вот прямо сейчас отдохнуть. Ну? Сан-Луис, ну давайте, Сан-Луис. Так, секунду. Итак, давайте прослушаем Сан-Луис. Добрый день, дорогой слушатель. Я предлагаю тебе закрыть глаза и перенестись в Сан-Луис, Мексика. Когда-то на месте современного города Сан-Луис проходила часть пустыни Сонора. Здесь очень жаркое лето. Температура воздуха поднимается до 52 градусов. В сочетании с перепадами атмосферного давления это очень негативно влияет на здоровье. Метеочувствительным людям советуем быть осторожными. Итак. Я-то лечу весной, да, лето. Поэтому Мексику.
Итак, уважаемые коллеги, прослушали вы информацию? Расскажите нам, про какую страну. Давайте начнем. Кто прослушал? Малакай, хорошо. Какую информацию вы узнали? Все замечательно, да? Все, это замечательно. Что было у вас? Какую страну вы хотели посетить? Угу. Да, количество билетов ограничено, к сожалению. Что вы узнали? А с чем это связано? А почему дуют ветра? Так. То есть из-за низкого, из-за перепадов атмосферного давления там не очень хороший климат для отпуска. Куда отправлялись вы? Что вы узнали про эту замечательную страну? Угу. То есть лучше туда. Хорошо. Что было у вас? Ну, Малакай вам тоже понравилось, да? Хорошо. Все замечательно. Скажите, пожалуйста, вот каждая страна, она располагалась на территории со своими климатическими условиями, да, со своими особенностями. Соответственно, у них было разное атмосферное давление, то есть или перепады атмосферного давления. Скажите, а если сейчас вам дать выбор, вы поменяете место своего отдыха? Подойдите, снимите свою бронь и забронируйте место отдыха, куда бы вам хотелось полететь. Угу. Это замечательно. Кто-то поедет целой группой, есть смельчаки, одиночки. Скажите, а сейчас в вашем выборе помогла вам физика? Да, почему она вам помогла? Да, то есть мы узнали, что атмосферное давление повлияет, да, на ваш выбор места отдыха. Это здорово. Но, несмотря на это, я бы хотела вам сказать, что все эти страны, они, конечно, экзотические, да, но не стоит забывать, что на нашей родине существует множество прекрасных мест. Прежде чем выбираться за границу, стоит изучить собственную страну. Россия – это огромные просторы с массой интереснейших уголков и природных красот. Россия – это огромный пласт истории. Россия – это привычный климат, без резких перепадов температур. И вообще сейчас особенно важно знать, в какие удивительные места можно отправиться на отдых именно в нашей стране. Согласны? Смотрите, прошло всего 15 минут, а мы с вами уже создали проблемную ситуацию, определили цель исследования, выдвинули гипотезу, проверили гипотезу в ходе практической работы, представили вывод по результатам исследовательской работы. Мы с вами решили, куда мы поедем отдыхать. И поэтому мне хотелось бы вернуться к вопросу, мне физика нужна. Его бы я вам задала, если бы кто-то из вас сказал, что физика вам не нужна. Но, к счастью, среди нас таких людей не оказалось. Из урока в урок я стараюсь, чтобы мои ученики осознанно изучали физику, чтобы понимали, что физика — это безграничные возможности, что физика — это окружающий нас мир. Физика — это наша с вами жизнь. Учебное исследование — это деятельность, главная цель которой — образовательный результат. На мой взгляд, именно эта технология как раз и помогает мне добиться определенных результатов. Я работаю в гимназии всего 3 года. И это время выпало на годы пандемии. Поэтому результат есть, но он не такой, как хотелось бы. То есть есть повышение качества, но оно не такое заметное. Я думаю, что у меня все впереди. Спасибо вам за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. Уважаемые участники фокус-группы, вы можете пройти в зал. Ну а уважаемые члены жюри, пожалуйста, задавайте вопросы. Разрешите
Когда вы задаете вопросы, нужна или не нужна физика, или, например, какой-то иной предмет, но обращаетесь, например, к понятиям, которые являются, по сути, общенаучными. То есть тоже давление атмосферное изучается в географии и так далее. Поэтому географ бы вам сказал, при чем здесь физика? Почему не география? Вот ситуация, когда мы говорим, собственно, вот о таких общенаучных понятиях. Как вы мотивируете детей? И почему именно физика? Да, вот в этом отношении, по вашему мнению, вы заявили еще на методической мастерской, что физика, да, я не знаю, коллеги с вами поспорили или нет, это единственный чуть ли не предмет, который способствует формированию функциональной грамотности. Я просто возвращаю вас в тот момент. Пожалуйста. Я поняла вопрос, спасибо. Каждое явление, в принципе, можно рассматривать с разных сторон. То есть одно и то же явление, вот даже тоже атмосферное давление, это и география, можно связать здесь и с биологией, потому что это здоровье, да, человека, можно связать с физикой. Я рассматриваю это явление с точки зрения физики. То есть я вам здесь показала, что давление внутри и давление снаружи уравновешивают друг друга. Это именно понятие, которое мы изучаем в ходе изучения атмосферного давления. Если бы мы изучали на географии, то есть там были бы акценты уже другие, то есть с погодными явлениями связанные. Здесь я просто применила и показала, что эта технология исследования, она применима не только на уроках физики, но в том числе и на географии. То есть вот, пожалуйста, в принципе, можно связать это же рассмотрение вопроса и на географию, потому что мы рассматривали здесь еще и климат. Когда вы говорите об исследовательской технологии, а предметом изучения становится узкоспециальные понятия, допустим, либо явления и так далее, либо надпредметные чаще всего. И как вы в этом случае поступаете? Исследование не может быть узкопредметным, потому что оно постоянно связано с другими дисциплинами. Может быть ведь какое-то, если открытие в какой-то конкретной области и так далее, в большей степени зависящее именно от физических каких-то явлений и прочее. Я все-таки, когда веду исследовательскую работу, мы рассматриваем связи со всеми предметами. То есть метапредметные у нас постоянно прослеживается. Я это говорила и в методической своей копилке, что мы и с литературой, и с историей, и с биологией, то есть и с химией сейчас вот в старших классах начнем изучать. Возможно, в дальнейшем в старших классах, где уже у них есть база, которую они могут использовать, будут более узкие направленности. Но пока мы говорим именно про общенаучные. Коллеги, пожалуйста, вопросы? Повод для вопроса вы дали своим последним слайдом вашей презентации, где вы показали формальные, очень традиционные способы определения результативности. Скажите, пожалуйста, а еще какие-то критерии, показатели используете для того, чтобы узнать, развиваются ли умения исследовательские у ребят? Исследовательские именно. Да. Ну, вы говорите об исследовании. Да, я поняла. Безусловно. Во-первых, наверное, нет такой у меня таблицы, которая будет прослеживать именно, как они развиваются, но я вижу количество учащихся, которые были, допустим, в 2019 году, приходили ко мне с вопросами и хотели написать какую-то работу исследовательскую на внеурочную деятельность именно. И сейчас, то есть я вижу, что, допустим, в начале моей учебной деятельности в гимназии номер 6 было, допустим, 2 человека, а сейчас ко мне приходят после уроков 10 человек. То есть для меня это результат. Вы занимаетесь исследованием, а вы исследуете сами свою деятельность? Свою деятельность, то есть как учителя, да? Да, конечно, потому что вы показали результативность очень формальную, еще раз говорю. Да, я знаю. Я вам сказала, что у меня, в принципе, вот эти мои годы работы в гимназии номер 6 выпали на пандемию, и у меня нет прям таких числовых значений, которые бы я показала, потому что там у нас и в 9 классе и отмена была ОГЭ, то есть проблематично было это сделать. Планируете исследовать свою деятельность? Да, я планирую, на самом деле, вот я вам говорила в методической копилке о связи метапредметных, и планирую сейчас создание сборника задач, связанных именно с литературой. То есть вот он у меня как бы уже намечен, но еще я его не сделала. Хочу создать задачи по литературным произведениям, по советским фильмам, которые будут связаны, и я смогу их использовать вот как картотеку на уроках физики. Ну, вот посмотрите, да, такой момент, вот продолжая, да, вопрос коллеги.
вы все равно делаете какие-то, да, проводите контрольные работы. Да, то есть вы составляете контрольно-измерительные материалы. Они подразумевают, да, сформированность неких умений. То есть сделать это в начале, в конце года, когда мы сейчас даже вот в течение этого года, да, предыдущего все-таки обучались, да, это, в общем-то, можно было, да, и пусть это будет период, ну, какой-то, может быть, не столь репрезентативный, там, не 3 года, но, тем не менее, подразумевается, что в обязанности учителя это включено. Вот на основе таких материалов вы не анализировали? Да, конечно, я просто не предоставила. Так об этом и речь, Да, да, что умения, да, ряд умений, они складываются в том числе и в умении исследовательской деятельности. Простите, не поняла вопроса сначала. Вот, и если вы их анализировали, то здесь, собственно, могли бы привести некий, да, результат. Да, наверное, мое упущение. На самом деле, да, проводились и диагностические работы, и ВПР, то есть и все эти результаты мы и анализировали, и таблицу, ну, вот не привела, извините. Пожалуйста, еще вопросы? Нет больше вопросов. Тогда мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые участники конкурсного испытания «Мастер-класс», наши гости, сопровождающие, наши зрители, мы говорим о том, что конкурсное испытание завершено и ждем вас уже на классном часу, который будет доступен в данном случае по электронным ссылкам, которые будут размещены на официальном сайте Коми Республиканского института развития образования. До новых встреч, всего доброго, до свидания.